Алло? Оу, тебя не хватает. Антон, что-нибудь, что-нибудь. Это картошка, картошка. В течение дня доктор сидит, бутербродтары. Это только металлар. Может, колбасу. Да. 我家旁边加spor场人，我那个闹钟7点会响。碰到财神旁边的酒场都叮铃哐啷，叮铃哐啷。起那么早呢，钱赚不到呢，人生只有手动打。砰的一声开门，老子说没睡的跑到阳台拿一架开吧。生仔未必就係福電，萬做一路頭鬆鬆鬆。我說難道要住莊園，獨特的音樂嗎？走向世界的雞同鴨講眼窿窿窿眼窿窿，兒子。资格证不会去考啊，汽车干嘛会在路上跑？红外导弹为什么知道？告诉我，讲出个所以然来。哎，你别管人家了，妈妈就不爱家做哈，赚钱就靠自己，别管呐。好严格，好吧好吧，我今天求个福。那要写招财进宝，财源广进，人我横批富贵路。规划的职业选美好啊，我还真没啥技能挨屌。要我说你就从零开始考边考公，那全家吃得饱，爸爸不会骗你。妈爹地见底了，说这么多都害怕我家靓仔吃不起馅饼啊，不至于嘛老豆，我就不能有點愛好啊？說不定以後我唱歌越來越帥，都拍電影啊！佢話生仔未必就係福電，萬做一路頭鬆鬆鬆，拍了電影賺了個大錢，給老豆買的混動車，雞同鴨講眼窿窿。喂，語文老師讓你背個唐詩，你都背不順暢。哪个聪明的靓仔小时候没有做过烂仔？左楼对面那个姓王的，现在日薪有800块。你也知道啊，他读书不行，天天那鬼火改标记。以前那龙凤的小杂费，现在龙凤开茶餐厅。我家旁边加spor场人，我那个闹钟7点会响。碰到财神旁边的酒场都叮铃哐啷，叮铃哐啷。起那么早呢，钱又赚不到呢，人生只有手动打。砰的一声開門，老子說沒睡的跑到陽台拿一架開吧。生仔未必就係福電，萬做一路頭鬆鬆鬆。我說難道要住莊園，獨特的音樂嗎？走向世界的雞同鴨講眼窿窿窿。Boom boom boom. Так, ща. Так. Ага. Все. Всем здорово. Сегодня продолжаем прохождение Silent Hill F. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду. Ду-ду-ду.
Чара айданара. Такан айдара жанр. У тебя папа это будет играть японский котенок. Тын-тын-тын-тын. Я вот здесь вот сфоткался. Вот так вот примерно. Да. Так, и чё? Куда? Кого? Бум-бум. А этого здоровенного мясистого ублюдка мы убивать будем? Он мне все ресурсы схавал, мудак. Так, окей. Пошли по сюда. Выбирать не приходится. Хинако! Коччида! Хинако, сюда! Ты в порядке, напарница? Чудовища за тобой не вязались? Да, нет, все в порядке. Все, сколько ты еще будешь называть ее напарницей? Почти как с пацаном говоришь. Боже, она... Так она, считай, напарник, никогда не видел в ней девушку. Кстати, да, не видел. Хватит болтовни, нам пора. Сука, эта Ринка такая бесячая. Просто капец. Докопалась до нас. Вот именно из-за таких, как она, дружбы между девушкой и парнем существовать не могут. Вот чисто из-за них. Из-за таких, как Ринка. Угу. Монстр. Так. Мы сейчас собираемся пойти сюда, что ли? Так, слушайте, что-то изменилось. Что-то везде все красное вот это вот стало. Напарница, не кажется ли там есть еще всякие странные чудовища? Когда мы рубились космические войны, там были разные пришельцы, так? Хинако, тебе никто не говорил, что ты разговариваешь всю как-то по-мужски? Это просто привычка, наверное. Мы же с детства вместе. А, так вот почему у вас не завязались отношения. Не стоит сейчас это обсуждать. Идем. Как же она провоцирует, это вообще кошмар.
Но космические войны — это не только борьба со злом при помощи лазерных пушек. Мы делали вид, что анализируем врага, рисуя эскизы инопланетян. На уроках физкультуры мы говорили, что спортзал — это тренировочный лагерь космической армии. Кажется, мы играли с куклами. Да, точно, когда обучались оказывать первую помощь раненым. Как я заблудилась. О, нифига. Воспоминания о том, как я заблудилась. Однажды в детстве я играла в прятки с друзьями. Я увлеклась и убежала слишком далеко, чтобы меня не нашли, и в итоге заблудилась здесь. Я рыдала и кричала, несколько часов шла в неверном направлении. На самом деле, как мне сказали позже, я наоборот удалялась от дома. Даже такой маленький городок, как этот, в детстве мне казался огромным. Я поняла, что ничего не знаю как следует о своем городе. Даже эти поля казались бесконечными, уходящими за горизонт. Я хожу по этой тропинке каждый раз, когда иду к ринку, но, честно говоря, до сих пор боюсь заблудиться. Да, мне говорили, что если я заблужусь, надо спросить дорогу у взрослого, но я вспоминаю тот случай, когда я просто так гуляла по тропинке на рисовых полях, и меня неожиданно ударил старый фермер. Из-за того случая я стала бояться взрослых. С тех пор и по сей день. Неожиданно ударил старый фермер? Что за дерьмо? В смысле? А чё он ударил? Старый совсем попутал. Так. Хочется чекнуть. Могу ли я вернуться... туда? А, нет, смотри-ка. Ну, зато лут подложили. А, где эту собаку успокойте? Бублик! Бублик! А я даю бублик. 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 Так, тут ничего нового. Даже монстры пропали. Странно. Это бублик. Айдар Айдерч. Так, засейвимся на алтаре. Да, блин, я случайно. Так. Да. Этого мяса стало очень много вокруг. Она меня видела или нет? По-моему, нет. Убил. Отлично. Ага. Блин, он как-то по-ублюдски двигается.
Все-таки... А, не-не-не! Все-таки трубу чинить надо. Вот что я понял. Серпы-то, конечно, хороший урон наносят, а нет. Но они очень легко ломаются. Так, придется серпом пользоваться. Окей. Грибочки сушат какие-то в миске. Хотя они так вряд ли сушатся. А, вон он стоит. Молодежь. Вот кухня Урар. Так, ладно, тут, по-моему... О, аптечка. Это хорошо, это хорошо. Не зря, не зря, не зря. В конечном счете он того стоил. Настоящий мужчина пьет пиво от Тори. Прикольно. Да. Настоящий мужчина пьет пиво от Тори. Неудивительно, что тут все бухают с такой-то рекламой. Для 1945 года, типа, это вообще охуеть как круто. Вот это маркетинг. Как много секса в этом маркетинге. Легкое и прочное повышает количество... О, да ну! Вот это хорошо. Внезапно получил мега улучшение. Супер мега улучшение. Хелла. Здорово, Кудзон.
Опять этот жирнич. Сука ушастая. Как я её ненавижу. Что это? О нет, какая мерзость. Ты про себя что ли? Эти мерзкие чудовища, они хотят захватить весь город? Мы не можем пройти той дорогой, их слишком много. Пойдем в обход. Может, там найдем дорогу безопаснее? Вот тут, вот я об этом. Вон, и никто из них не разбудил меня. Арулхан Ахарска будет хамоджу, да? Давайте пойдем в школе. Откуда мы сможем пойти по тропинке в город? Путь, конечно, не близкий, но зато обойдем город. Договорились, идем. Вот Ринка идет впереди нас, и это проблема на самом деле. Она вот буквально может сделать такую подлянку, что, не знаю, как в каком-нибудь сраном Dead by Daylight, типа, опрокинет палетку или еще что-нибудь сделать. Короче, путь нам перегородит каким-то сраным образом, и мы окажемся в ловушке с этими монстрами. Вот 100% так будет. Так, средняя школа Эбисугаоки. Это средняя школа, в которой я училась. Она была построена в период финансового благополучия города во время строительства плотины. Поэтому ее красивые здания так и контрастируют с остальными унылыми домами в городе. Кажется, я познакомилась с Ринко на первом году обучения в средней школе. Я помню, как она удивилась, когда услышала, что я назвала Сю напарником. Твою-то мать. Может быть, попытаться что-то тут сделать? Так, ну, я думаю, тут есть какой-то мегалут. Их, конечно, тут много, но что поделать. Давай, давай. Я вас по одному подцепляю. О, я вижу, что-то есть. Бинт. Отлично. Так, у меня сейчас серп сломается. Оружие в плохом состоянии. Надо найти замену. Ну, тут вариантов у меня не так много. Короче, сейчас он отойдет в ту сторону. И я ворвусь за его за спину. И пробегу мимо, стараясь облутать все, что там есть. И также резко назад. Так. Оу! А тут ни хера нет. Убегатор, убегатор, убегатор. Блин, тихо, не надо, нет, ты убьешь меня, тварь! ХП-то не было. Это был опыт? Да нет, это... Как это? Абага. Ну да, Абага.
А? Веселая еда. А то потому что... Это тип не веселый, а злой на самом деле. Это же злой дух, как призрак или что-то там вроде. Но выглядит как марионетка, кукла. А, мы сейчас посюда пойдем. Там, наверное, палетка будет какая-то, которую можно будет убрать. Погоди-ка, или прямо? Ну ладно, сейчас посмотрим. Ну, бинтов, кстати, нормально. Хорошее количество. Это радует. Да, хигаси положим. О, чуть-чуть осталось. Тогда в 2 амулета смогу таскать с собой. Все разгромлено. А, грузовик убрали, прикинь. Прикинь. Так. В таком случае надо проверить вот этот переулок. Значит, там нету ничего. Ну, типа сюжетного. Это как так-то ты сзади оказалась? Оу, так, набор инструментов. Четверка. Только я вот это вот прокачаю. Точнее, починю. Он более такой, ну, прочный. А серп, ну, очень быстро ломается. Намного практичнее с стальной трубой ходить. В плане урона и скорости атаки, конечно, серп имба. Но этой имбы хватит только на один файт, если с ним активно пользоваться. Так. Тут мы не были. Догонитесь у Иринка. Вас понял. Не туда, скорее всего. А тут... труп. История фермера. Сын, читай это внимательно и вколотись в свою тупую башку. Сейчас я расскажу тебе про один случай, произошедший еще во время войны. Однажды несколько всех таких важных из себя солдат военной полиции напились до полного изумления и решили пнуть статую Инари Сама, так чтобы упала, и еще плюнуть на нее. На следующее утро все эти полицейские были найдены мертвыми в канале. Трупы раздулись и потяжелели. Как не пойми что. Их отвезли на вскрытие, чтобы коронер посмотрел, что к чему. Но ты помнишь, морг тут недалеко. Я был одним из тех, кто помогал тащить и обмывать тела. Я все видел своими глазами. Когда доктор приставил трупу к животу скальпель и сделал разрез, оттуда просто хлынул поток тошнотворной жижи. Я не про кишки их говорю. Трупы от шеи до пупка, да что там, до задницы были полны разлагающихся крыс, птиц, лягушек, змей, всех подряд. А это полное ужаса выражение в лицах, я вовеки не забуду. Мораль истории такова: никогда нельзя оскорблять Инари Сама, ты понял? Даже с пьяну. Ну, с пьяных спрос, по-моему, особенно жесткий берется. Не зря же говорят, что, ну, вообще в целом в уголовном кодексе даже это отягчающее обстоятельство, если бы человек пьяный был. Заметил.
Жизнь агрессивная была. Да ёп, у вас чё вас так много? Так. Рамоне. Полный. А полный это вопрос о чем? Я думал, здравомыслие она прокачает. Но, видимо, подожди, а что она прокачивает? Точнее, восстанавливает. Ну, здравомыслие. Значит, у меня здравомыслие окей. Шоколад. Ну все, нам хватит харский был. В игре шоколад. Вот. Японский шоколад? Да. Басмак. О, бересель. Чем больше на них цветков, тем они крепче. Это, ну, типа, реально так работает. Прикинь, прикинь. О, ни хера нет. Обидненько. О, стальная труба. Вместо одного сраного серпа. Так, и алтарь есть. Кайф. Так, положим шоколад. И получается вот так. Идеально. Теперь помолимся и увеличим ячейки Тема моря. Отлично. Максимальное здоровье. Значительно ускоряет заряд концентрации. Ну вот ястреб, по-моему, крутой. Расход здравомыслия. Значительно снижает расход здравомыслия при концентрации. И вот. Сова и ястреб. Вот это, по-моему, идеально. Идеальный билд на концентрации просто. Твою мать, что это было? Тут что-то пролетело. Все, давай отсюда уйдем, ладно? Ничего, меня кидануть решили?
Что это такое? Кто горшками кидается? Я тут был, кстати. Мы тут в начале игры проходили. Тут первого врага встречали. Новый тип врага появился. По крышам ходят. Ползуны какие-то. Фигаси. О, капсула. Где же эти двое? Так, мне предлагают вернуться. Блин. Хинако, ловушка, ловушка. Она меня 100% сейчас как-то попытается убить. Скорее всего, западня какая-то. Сука, это Ринка. О, меня засейвило, кстати. Ай, ну блин, дерьмо. Да блин. Ай, да блин. Сломалась. Ну, блин, а выносливость где? Особенно подозрительно чудовище, ходящее на четвереньках, жадно палящиеся глаза, липкие ладони, омерзительно понебратская манера общения. Оно отвратительно целиком и полностью. Более того, на парней текущие чудовища не смотрят только на девушек, кто бы сомневался. Папа, папа, ты это можешь там был? Какой-то непонятный. Ты это можешь там? Угу. Странное чудовище, похоже на кучу переплетенных между собой целлулоидных кукол. Каждая из этих кукол была, скорее всего, лучшим другом какого-нибудь ребенка. Подумать только, что они вот так вот появились в моем кошмаре. Грозные враги, кстати. Чудовище в обличье Мика, храма прислужницы. Голос совсем как у Сакуко. Она вращает вокруг себя шипастую палицу и цепь. С каждым взмахом слышен ясный звон колокольчика. Это правда Сакуко? Или просто чудовище, притворяющееся ею? Ринка. Ринка очень искренняя и трудолюбивая, но еще она была слишком сильно зациклена на своем мнении. Если она пришла к какому-то выводу, переубедить ее почти невозможно. Сейчас мы лучшие подруги, но в прошлом у нас были 2 или 3 крупные ссоры, после которых мы не разговаривали друг с другом неделями. Я уверен, когда-нибудь мы снова поссоримся, но даже если так, то потом мы сможем помириться. Вряд ли. Она просто убить нас пыталась. Ну такое забыть нельзя, ну серьезно. Она буквально сделала попытку убийства. Старинный гребень. Айганы. Это китайский? Японский. Японский? Да.
Вот. Папа. А, А че монстр есть нос? опа. Пройдите через дом. Это я же говорю, это проклятые какие-то эти существа. Злые. С помощью ножа пытаются убить. Оно забралось в дом. А, оно вот это, оно, да? Ничего полезного. О, кухонный нож. Легкий и простой применение нож для нарезания мяса и рыбы. Довольно хрупкий, но так, что обращаться с ним надо осторожно. В смысле? Папа есть нос? Ну, нож появился. О, шоколад. Опять. Японский шоколад опять. Космак. О, бинты. Назад, девушки. Здесь настоящий человек Копёхи Сёва. На площадку уходит пылки из Бали самурай. Из Бали самурай. Ты сейчас не в своем уме. Ты растерялась, вот и все. Поверь мне. Просто посмотри на меня. Я единственный, кто тебя по-настоящему понимает. Ты ведь это знаешь, правда? О чем базар вокзал, интересно? Прикольный такой дом. Я вообще не понимаю, как они так сидят на полу. Мне даже кажется, знаете, что это типа стулья нормальные, но ножки их под землей, типа. Да. Так, отлично. А что упал? Антон. Абагалар хаяптыр, монстры. Бардак устроили. Как малыши. Ну, как малыши. Фига. Вот это интересное дерьмо. Воу, вот чё? Ничего себе. Да блин. Серп скоро сломается. А это что за чудовище было? В дневнике он не появится? Видимо. А, появился. Лицо. 2 лица, 3 лица, 4. Чудовище со множеством лиц, прижатых друг к другу. Я не узнаю ни одного лица, но они, похоже, меня узнают.
Чудовище выкрикивает разные мерзости, одну за другой, и везде, куда придет, нарушает мир и спокойствие. Слушай, брось Хинако. Слишком поздно, сейчас ты ничем не сможешь помочь. Не знаю, что делать. В смысле, она убеждает его в том, что мы сдохли? Она мучается, но я не могу. Блин, Таринка такая тварь, господи. Так, давай осмотримся здесь. Мне что-то надо. О! Вот это вот мне надо. Чайку. Отлично. А, черт. Да блин, ну что ты делаешь? Обалдеть. Я не сохранился, да? Ну, хотя бы автосейв был. Добрый день или вечер. ВРК 6, здорово. Привет. Ну, вечер, по сути. Уже 6 вечера. Так, а там ничего нового не появлялось.
А, чай кудзу у меня был. Хотя постой. Давай-ка осмотримся тут, что есть. А, ну это прям такая длинная дорога. А, это они стоят. Тогда я там позырю, что есть. Надеюсь, там что-то, ну, прям реально классное лежит. Подношение какое-нибудь хорошее. Мне больше нравятся реалистичные хоррор-игры, как Manhunt или Outlast, там и вправду можно обосраться. Да, и это неплохая игра. Ну, у всех людей свои вкусы. Ну, я просто серию Silent Hill-то проходил все части. Практически все части. Ну, имеется в виду номерные части все. А типа всякие разные спин-оффы и тому прочее пробовал. Кроме Origins. Ну, Origins, по-моему, нормально. Да, блять. Блин. О, убил. Хорошо. Офигеть, еще одна табличка Эмо. Эмо табличка. Так, хорошо. Сюкун, ты ведь врешь, что угадал? Понятия не имею, о чем. Ты правда думаешь, что Хинако удалось одурачить? Хинако, так много времени прошло. Я уже начал волноваться. Ничего не волновался, постоянно говорил, что с его напарницей все будет в порядке. Ясно. Спасибо. Знаете, такой хоррор, как «Центросибирские хроники», получился бы неплохой survival хоррор, особенно в сеттинге 90-х, где это простой сталкер или охотник и попал в заброшенный город в Красноярском крае. А? Где? Сидеть-то? В игре сидеть-то? Нет? То походим. Я не знаю. Вообще, в целом, даже к сталкеру, как к survival хоррору, можно относиться. А чё нет? Ресурсы, расходники, типа, ну, присутствуют.
элементы хоррора присутствуют, торговцы присутствуют, там выживание, ну как бы да, есть. Ты выживаешь. Чем не survival horror? Hoca, tıhan bütün arada halst. Манит меня. Так. А давайте подыграем его. Пойдем. Ничего. О, найс, подношение. Ну, найс зажали. Ах ты, твою-то мать. Не, оружие, нож хороший. Урон нормальный. Отлично. Ублюдская атака. Ты умрешь сегодня? Наконец. Куда это мы? Алтарь, кстати. Славно, славно. А, нам туда и надо. Блин, это плохо. Подождите. Так, давайте сначала подношение. Сохранение. Ну, это вот вера. Да, типа как деньги. 3000, ничего себе. Угу. Чтобы прокачаться. А там это вот амулет Амамори. Они дают всякие разные эффекты. Повышение скорости концентрации
и расход здравомыслия при концентрации. Нормальная тема, кстати, очень. Вот если третья какая-то у меня будет, ну, третий слот, то надо будет какой-нибудь амулет на увеличение концентрации. А, точнее, увеличение здравомыслия. Или что-то в этом роде. Вообще, в целом бы найти что-то на увеличение урона. Вот это вот было бы идеально. Оу. Инструменты. Просто тупик. Без ништяков. Блин, это грустно. Ладно, пошли дальше тогда. Шоколад. Чоколад. Блин, что тут написано, интересно? Так. Фонарь. Фонарь, защищающий от зла. Такие вращающиеся фонари давно связаны с Абисугуаокой. Теневой силуэт картины вращается внутри фонаря благодаря потоку воздуха, который создает свеча. Обычно вращающиеся фонари служат для развлечения, но в Абисугуаоке их использовали, чтобы отгонять зло. В Абисугуаоке существует обычай, согласно которому женщины вешают такой фонарь на входную дверь во время праздника поминовения усопших Обон. Свой несчастливый год. Средняя школа. Мы сейчас сюда идем. А. Понял. Это мы читали. Просто нас тогда грохнули. Так, мы таким образом сейчас просто поднимемся в школу. А чё вот этот дропа дает? Только сначала подкинем. Сюда. Вот в чем минус этой игры, только лишь в инвентаре. По большей части. Инвентарь неудобный очень. Не так, что прям супер критически неудобный, но типа так. Хотелось бы, чтобы типа на отдельную кнопку инвентарь выходил, типа тап нажал, а не карта появлялась. А мы нажимаем Escape, потом еще одно нажатие на снаряжение. И вот это вот как-то тупо выглядит. Ну, UI нашего снаряжения не очень прикольное.
Вот, пожалуй, единственный минус, который я вижу в этой игре на данный момент. Повреждение тайфуна все еще заметно. Нормально. Может очистить разум? Давай. Хватит уже, я не хочу сейчас это обсуждать. Я не собираюсь прекращать, я буду поднимать эту тему, пока ты не вернешься к реальности. Я сказал, хватит, ну правда. Слушай, я просто скажу прямо. Хинако чё? Хинако мертва, ясно? Ее больше нет, она живет лучшей жизнью в ином мире. А, напарница. Что тебя так задержало? Давай, нам пора. Чего, блядь? Хули эта пизда говорит вообще? А мертвых либо хорошо, либо ничего. Но в целом, блин, бред какой-то. Че это мы вдруг мертвые, блин, если мы живые? Ринка вообще кончена. Когда-то давно мы здесь Сью постоянно тусовались. Не хочу хвастаться, но мы не раз уничтожали космическую базу, корабль врага, гигантский НЛО. Правда, каждый раз, когда это происходило, Галактическая империя перебрасывала все больше и больше войск с своей родной планеты. По мере взросления мы стали лучше поднимать героев, смотря телевизор, и придумали несколько сложных жизненных историй для вражеских лидеров. Тогда этот мир был знаком уже только мне и все. Тусовщики. Тусовались. Туса-джуса. Заперто. А раньше здесь никогда не было замка. Ключ должен быть где-то в школе. Может, сделаем передышку? Я не могу, мне нужно передохнуть. Как бы я сейчас по ее спине ударил этой трубой. А ты не устала? Можете отдохнуть. А я посмотрю, может мне удастся отыскать ключ. Я просто... Что, я не хочу, чтобы ты остался со мной, Сю. Ты мне нужен, пожалуйста, стань со мной. Пожалуйста, пожалуйста. Вряд ли я нужен тебе. Ты должен отдохнуть. Я схожу, поищу ключ. Действительно, отдыхай. Ты же прокладывал дорогу все это время. Я Хинако просто тащил сзади, так что она не устала. Эй, блядь, слышно? Что значит тащил сзади? Не переживай. Вы оба оставайтесь и отдохните. Я скоро вернусь.
Вот ей уж точно не приходилось выбирать друзей. Ринка постоянно спрашивает, не пара ли мы с Сю. Каждый раз отвечаю, что нет, но она, кажется, не верит. До меня дошли слухи, что Ринка тайком сплечивает обо мне. Видимо, любовь может развести даже самых близких друзей, не зная, что ей делать. Плюнуть ей в лицо, например. А потом, ну не знаю, таскать за волосы. Как по мне, классный план. О! План этажа средней школы. Вот так, да? Подожди-ка. А вот эти вот двери мы открывать не хотим. Блин, жалко. Самого выпуска здесь не было. Так она студентка? Типа сколько ей лет? Интересно. Так. Это типа, чтоб страшно было. Учу-учу. Хочу посмотреть. Оригами со списком слухов. Кажется, кто-то услышал мои молитвы. Не знаю, что за божество на них ответил, но спасибо тебе. Оригами. Оригами со списком обид. Есть обычаи, которые говорят, избавляют от забот, как по волшебству. Вы пишете обиды, о которых не можете никому рассказать на листе бумаги, складываете его в оригами в форме лисы, затем бросаете куда-нибудь, где никто не найдет. Если вы случайно наткнетесь на чужое оригами с жалобами, то... О, нифига. Спасибо. Корзинкин задонатил 1000 рублей и говорит на хорошее настроение. Спасибо, спасибо. Юра Серегин пришел из портала. Большое спасибо, действительно настроение поднял. Спасибо, корзина. Большое спасибо. Так, что там? Если вы случайно наткнетесь на чужое оригами жалобами, то сможете помочь тому человеку избавиться от бед, прочитав его. Не важно, что на нем написано, вы должны держать прочитанное в себе и не рассказывать ни единой душе. Блин, жестко. Эта традиция существует в городе уже давно, но особой популярностью она пользовалась у школьников средних классов. Некоторые дети косвенно издевались над другими, сочиняя сплетни о тех, кого ненавидели, и вывешивая их в таком месте, где объекты сплетни могли их увидеть. Я лично не люблю писать плохое о людях или читать подобное, если уж на то пошло. Говорят, что прочитав, можно помочь человеку избавиться от горести, поэтому я делаю над собой усилия, перечитывая их. Но, честно говоря, я предпочитаю не брать их в руки, если попадаются. Интересно. Прикольная традиция. Сейчас вот зумерки начитаются вот этого прикола всякого. И в школе вот такая же хуйня пойдет, 100%. Типа, мне обидно, что, скажем, там какой-нибудь Вася сосал член в туалете у трудовика или что-то в этом роде. Да, и потом это кто-то найдет, такой пиздец. Типа. Когда построили школу, и Бесугаока был оживленным городом с большим количеством рабочих на стройке в угольной шахте. В городе всегда царило оживленно, а школа была полна учеников. Когда школьники изучали, как можно сделать город лучше, когда они вырастут. Сейчас школьники учатся, чтобы, став взрослыми, уехать в большой город. Да, печально. Что значит бонус? Немного восстанавливает здоровье при подбирании съедобных предметов.
Понял. Понял. Ну, хули. Это мы просто положим сюда. Надо. Хакара старше, чем здание школы. Я помню, говорил, что школу построил богатый человек, когда накопил капитал на строительные дамбы. О. Найс. Плюс сушеная тушка. Тушка. Было бы прикольно, если бы эти туши и подношения всячески можно было бы комбинировать между собой. Ну там, не знаю, типа вот эту вот тушку смешиваешь, скажем, с шоколадом, и получается шоколадная тушка. И подношение получается еще более крутым. Измазанным, как в дерьме тушей. И эти призраки такие, нихуя, ты прикольно сделал. Ну что ж. Дневник учителя. Заместитель директора так бережет свои ключи, что всегда берет их с собой, когда уходит. Так что даже иронично, что именно он потерял ключи от лестницы, теперь ищет их как безумный. У него хватило наглости попросить у меня помощи в поисках. Мне бы кто помог с этой кипой работ на проверку. Йокан. Ученическая карикатура. Рисунок, найденный в шкафу для обуви, может быть изображенный цветок, это гортензия. И ключ упал. Окей. Где-то сад гортензия есть. Там надо ключ найти. Прикиньте, как воняет от этих шкафчиков. Это женская раздевалка? О, аптечка. Ну кто там? Ничего себе. Где? Где ты? У тебя был шанс. Где ты? Я тебя нашла. Кого нашла? Тут на втором этаже ходит, что ли? Истории про основателя школы. Купите как можно больше земли на этой горе. Займите денег, если нужно. Земля даст вам великое богатство. Вскоре правительство начало строить плотину, и гора, купленная господином Йонадой, принесла ему немалые деньги. Все, до последней заработанной иены он потратил на свой родной город Абисугуаоку. В том числе, благодаря его щедрости, появилась и средняя школа Абисугуаоки. Статуя Инари на территории школы воздвигнута им благодарность лесу провидцу и размещена внутри небольшого святилища. Размещена. Окей. Прикольно. Капец, ребят, тут спортивные живут. О, кстати. Прикольно. Это человек? Угу. Это торт. Третий, пятый чубрик мертвый. Ага. О, там этот здоровенный. А гортензии, кстати. Так, мы сюда обязательно вернемся.
Это у нас сюжетное дерьмо. Без ключа не откроется. Та же история, да? А на втором этаже закрыто. Арара. Все, погнали. О, тут еще есть. Но тоже ключ. Кто там? Так, есть стальные трубы, нож. Но я его, пожалуй, с помощью ножа ушатаю. Татьяна Захарова, номер 386 061, теперь отслеживает канал. Спасибо, Татьяна. Ух ты, мать твою. Так. Так, вроде нормально. Помер, все. Но он встанет. Оригами со списком слухов. Я всегда презирала ее. Ходит тут и делает вид, что не хочет быть девочкой. Хотя сама знает, что симпатичнее всех остальных. Терпеть я не могу. Это по-любому Ринка. Пизда ушастая. Да мать твою, боже мой. Да я ебал. Окей, нормально. Оу, подношение. Отлично. О, здесь ключ. Должен быть. На рисунке точно это место было. Так. В смысле, ты за мной идешь, что ли? Чё, реально? И хули мне делать? А, ну нормально. Просто обошел. А, вот оно, это место. Вот он ключ. Yeah.
О, нет, 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 нет. Ну, сука, ты что делаешь? Блин, вот это я плохо. Тяжелое вооружение. Удерживайте, что выполнить мощно. Чем дольше держите кнопку зажать, тем более жестокой будет атака. Используйте концентрацию, что... Ага. Понял. Всем привет. Привет, Моглар. Эмма. Ох, таблетка. Найс. Так. Ага. Все, хорош. Пошли отсюда. Все хорош. Ходишь с молотом, Тора? Не, это молот этого свата. Группа захвата, которая с помощью этой кувалды выламывает двери. Давай, 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 давай. Уф, щетка. Ну все, ёпта. Твою нахуй мать. Ой-ой-ой-ой-ой, нехорошо, нехорошо. Надеюсь, они нападать не будут на меня. Просто так. Нужен ключ на страсть. Так, сменим оружие на более простую. Кувалда — это слишком хорошая тема. Теперь эти боссы, как обычные мобы, встречаются. Угу. Но он, наверное, всегда был обычным мобом, но встретился как босс. Блин, кто-то загадку с пианино не осилил. Кто-то рейджанул. Блин, какая интересная у этой игры МГ+, типа с оружием там прочим.
Тут наверняка можно будет бегать с катаной какой-нибудь там. Это по-любому. Так, выпускной экзамен. 4 место. Асакура Аюми. Первый год, класс 1, 479 баллов. Там некоторые что-то кровью заляпано. Ничего не открывается. Найдите выход из класса. Нужна интеграция с Soul Calibur. Хочу, чтобы она исчезла. Вот бы ее кто-нибудь убил или похитил. Мне все равно. Лишь бы Хинако пропала из моей жизни раз навсегда. Кто бы это мог быть? Почерк Ринка? Ну нет, она же наша подруга. И вообще нас случайно столкнула с лестницы. Здесь сидел Сю. Он сейчас и мой лучший напарник. Так ведь? Ну... Какие тут все милые друзьяши. Не распечатан конверт. Хинако не придет. Прости за ложь, но мне казалось, что тебе нужно побыть с собой наедине, чтобы выяснить свои истинные чувства. Загляни в свое сердце, попробуй раскупорить эту коробку со своими истинными чувствами. Помнишь день, когда мы вдвоем пошли в то кафе? Мы говорили, что будто малолетние преступники ходим без сопровождения взрослых. Но знаешь что? Мне было плевать, что думают о нас другие люди. Хотелось лишь проводить время с тобой. Это было все, что мне было нужно. В тот день оба заказали одно и то же пирожное. До сих пор помню, как сердце у меня чуть-чуть не выскочило из груди, когда те же слова слетели с этих губ. Сладкие, терпкие фрукты на торте. Вкус до сих пор держится во рту, как будто это было вчера. А ты тоже его помнишь? Ящичек с секретом. Хинако не придет, прости за ложь, но мне казалось, что тебе нужно побыть с ней наедине. Тешит. Да. То есть вот тут Ринка, да, сидит. А, то есть это... Пизда прям за нами сидела, да? Это наш место? Я сидел здесь, за мной Ринка. Она подсказывала мне ответы. Подсказывала ответы еще. А где Сакука сидела? А, понял. Головоломочки пошли. Так, вишенка на торте. Это что такое? А. Терпкие фрукты на торте.
Терпкие фрукты на торте. Вот что это вообще? Салат или что это? Я не понимаю. Ананас. Время, кстати, вот видно. 2:15. 2:15. А это что-то может значить? Суки, дай, суки. Суки, дай, суки. Так. Так, я сейчас в туалет. Ай. Что там?
Так. Вот что это за хуйня? Это пирожное. Сладкие и терпкие фрукты на торте. Сладкие и терпкие. Ну, короче, просто фрукты, да? Все буквально можно поставить. Вот, кстати, пирожное. А чё не так?
Я не понимаю. Так, ладно, я поем. Приятного аппетита. Спасибо. А. Погоди-ка. Так, там написано... Мы в тот день оба заказали один и тот же пирожное. До сих пор помню, как мое сердце выскочило из груди в тот момент, когда те же слова слетели с губ.
Нет, ладно. А как правильно? Я вообще не понимаю. Фрукты одно и то же. Я вообще, кстати, не видел ни разу ананасового пирожного или торта. Это вообще возможно? Пиццу видел, зато, наверное. Это да. Привет, Алекс Хан. Но пиццу ананасовую я ем. Нормальная тема. Там сейчас только у ГМ шоу идет презентация Xbox. Да, чё распыляться. Может, потом трейлеры глянем. Я... Что? Я не понял. Нераспечатанный конверт. Значит, ты помнишь. Мне очень приятно. Кстати, ты уже забил Хинако. Прости за прямолинейность, но я хочу прояснить ситуацию. Она мертва. Я знаю, что ты сейчас переживаешь тяжелые времена, и тебе должно быть очень больно. Но знаешь, я могу быть рядом. Или ты хочешь пройти через это в одиночку? Я представляю, как мы медленно разворачиваем страницы наших сердец, обсуждая все мелкие, У обыденные меня Тян детали любит своих пиццу с повседневных. ананасами и креветками. Ну, я с креветками не пробовал. Но ананасы, ну, вполне себе прикольная тема. С курицей там, плюс ананас. Сочетается. Заполняя один дневник за другим своими мыслями. Я знаю, что мы сможем начать все с чистого листа. Чистый лист, на котором мы напишем новую историю нашей жизни. Уверена, что ты это видишь.
А с какого черта я умер? Чё она пиздит? Блин, это ящик матрешка. Так. Чё там? Драубы. Привет, Леха, здорово. Разворачиваем страницы наших сердец. Мелкие обыденные детали повседневной жизни. Один дневник за другим своими мыслями. Я знаю, что можно начать все сначала с чистого листа. Чистый лист. Ну, в общем, чисто канцелярия какая-то. Оп. 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 Ну, оригами, наверное, тоже подойдет. Хоп. 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 Нанка чика маня шатничик чинчик. Немного офф-топ, но хотел узнать, ты посмотрел последнюю серию «Чужого»? Если да, то что думаешь про серию? Не смотрел. Пока еще нет. Но в целом сериал, ну, интересный, наверное, можно сказать. Конечно, он начинает скатываться в какой-то подростковый пиздец, но открыл. Я рада слышать, что ты стараешься сохранить свой позитивный настрой. И помни, я всегда буду рядом. Если тебе что-нибудь понадобится, знаешь, ты не единственный, кто грустит из-за этого, что Хинако больше нет с нами. Если бы мы могли прижаться друг к другу, мы могли бы успокоить эту боль, которая пронзает нас, как холод зимы. И тогда, несомненно, придет весна, приветствуя нас с Сакурой в полном цвету в честь нашего союза. Представь, как красиво распускают цветы, ожидая нас. Блять, как же она хочет ебаться. Это шлянь. Шляньде. Паскуда. О, Сакура. Сакура. Вроде Сакура. Ну, не знаю, цветы потом добавим. Сейчас попробуем чисто Сакуру.
Аняняська. Ну так это не Сакура, наверное, да? Ну те, что в горшках. Распускаются цветы. Короче, вообще цветы. Вот тут. Сакура в полном цвету. Полном цвету. В честь нашего союза. Представь, как красиво распускаются цветы. Так, ну цветы. Что не так? Так, это как-то не понятнее.
Я не понимаю. Мачигаэ таか.なんか違うな. Еще сдохну на этом стриме.
Сука, все налетаю, я усну. Царствие небесное. Царство небесное. Mahmut uyandır. Adı Mahmut Sıdır'ı da Eyderman gibi. Mahmut uyandır. Пожалуйста. Ох. 間違えたか。Вот это вот вообще сакура или это дерево бонсай, я хуй знаю. А, вот это бонсай. А вот это сакура, значит, да? Гло фитнес стрим марафон.
как-нибудь. А чё, тебе прям так понравилось? Уже давно просишь. Так. Хм. Да повторяю все движение за тобой. Заставляет двигаться. Понимаю. Понимаю. Вот Сакуру надо чисто, что ли? Шучу. Просто нравится смотреть, как ты страдаешь. Ага. А почему? Топ-контент. Контент. Так интересней.
Как будто бы так должно быть. Под пивасик. Нет. Сок. Еще не понимаю. Ёбаный рот. Милый Сюм, ты мне нравишься. Я люблю тебя. Всегда любила и буду любить. Я буду ждать твоего ответа и хочу знать, что ты обо мне думаешь. Ключ от класса на втором этаже. Возможно, открывать класс на втором этаже. Да, блин, сраный. Ты хочешь навсегда остаться со своими друзьями? Дзюнка? Где? Дружба не вечна. В конце концов, друзья нас предают. Они утверждают, что ты их предала. Дзюнка. Стоят ли они того, оправдано ли это? Тебе решать. Чё ты? Так. Уже и сюда добралась. Да, эти цветки везде. Металлический ключ от ворот пристройки. Ключ к старой пристройке за школой. Им можно отпирать двери зала. Заметка для учителя. Аюми из клуба легкой атлетики сказала, что на тренировке нашла ключ с надписью «Коробка с ключами». Если она вам его до сих пор не вручила, то, наверное, оставила в шкафчике, когда пошла переодеваться. Честно говоря, не удивлюсь, если она забыла. Она выглядела измотанной после тренировки. Аюми. Шкафчик в раздевалке. Понял. Так, бинты. Прикольные парты. Здорово. Так, что у них тут происходило? Арара. ТТ самая гадкая личность, которую я знаю. Вот бы кто-нибудь сломал ей шкафчик. Если кто-то хочет осуществить мою мечту, ее код шкафчика 377. Твою-то мать. Ты с Якутска? Да? Привет, не глупый человек. О, нифига. Лгунья, лгунья. У кого-то дохуя свободного времени, я бы сказал. О, а их много.
Ты если это слушаешь, то ты гей. Блин. А ты пиздобол, получается. Не глупым человеком назвался еще. Каца, ты дохуя глупый. Так, 3, 7, 7. Ага. Ну. А, Тебе сколько лет, старик? да. Мне 76 лет. Погоди. Значит, это другой шкафчик? Их несколько? Нет. Подождите-ка. Похоже, что создание секретных шифров при помощи цифр и символов модное увлечение в наши дни. Чего? Похоже, что создание секретных шифров при помощи цифр и символов модное увлечение. А, это шифр еще. Ё-моё. Так, 377. Значит, у нас не вся информация просто имеется. Погоди, что там написано? Аяу такси. Такаси. Неправильно. Ладно. Дальше походим. Так. Пойдем к алтарю. Засейвимся. Так, тушку положим. Отлично. Окей. Так, по идее мы сейчас можем сюда пойти. Форма. А, погодите, там еще одна дверь, что ли? Типа, которую я не открывал. Вот это. Угу. Так, ну, пойдем посмотрим, что тут есть. Так. Арары. О. Нас как будто приглашают.
Так. Вот эта парта и вон та последняя. Асаками Аюми. Вот, что тут? Оригами со списком обид. Эта ведьма заслуживает смерти, хоть бы она страдала. 5694 умножить на 0,513. Это код? Мало того, что умная, так еще и спортсменка. Золотая медаль на соревнованиях префектуры. Ненавижу. Почему я из-за нее чувствую себя пустым местом? Как она смеет? 100% это Ринка. О, еще. О, как бы мне хотелось залезть в его шкафчик, утонуть в его запахе. Поверить не могу, что комбинация у него такая же, как и его имя. АО1. Аой? Даже его имя видит цифру. Это такая милота. А01. Шифр. Ключ раздевалки. Учебник Сакура. Я решил задать код для шкафчика в честь чего-то очень... в честь чего-то, что очень люблю. Его можно варить, жарить, даже готовить в мешочек. В любом случае это будет вкусно. А по-английски оно называется egg. Яйцо. Egg. Если добавить муку, сахар, а потом все смешать, можно сделать сладкую выпечку. Закодирован сообщение. Совсем ребячество. Ну, пошли. Так, господи. Записка влюбленных. Микки, я совершенно не понимаю, как из этой безумной формулы получается Аисетару? Это тоже... Окей. Ну, будем драться, чё. Сейчас он нападет. Воу, вот это неожиданно сейчас было. Оу, чёрт. Записка ученика. Йосида, ты ведь умеешь читать девчачий код? Сато получил от девчонок записку. Там написано 044. Ты знаешь, что это значит? Точнее, 844. Ну, 84 умножить на 4, может быть, просто. Охереть. Так, сейчас нам придется все эти сопоставить между собой всю инфу. Блин, не то нажал.
Записка ученика. Это значит бака. То есть бака дурак. Девчачий код основан на латинском алфавите. Заменяешь буквы на похожие цифры и символы. Похожие цифры и символы. Сатоу. Например, будет сатоу, то есть 5, 4, плюс 0, 6. Вот это 6. 5 похоже на S, а 4 на А, так. А плюс это Т. 0 это О, они ведь одной формы. А 6 это оказывается У, хоть и не очень похоже. Так что мое имя Йосида. Или... Хорошо, вот это объясняет многое. Это многое объясняет. Блин, там висят. Окей. Напоминает о временах, когда я занимался легкой атлетикой. Ага. Обалдеть тут. Ну ладно. Да, по порядку. Асакура Аюми. Аюми. 4. Асакура 4, 6. Асакура Аюми. Ну, по именам надо, да? Аюми, значит. Ну, не Асакура ж. Асакура, это, по-моему, фамилия. Ми? Так, пока буду гадать. Тогда сложнее все. Все намного сложнее. Учебник Асакуры. Значит, она любит яйцо. Эгг. 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 Все, правильно. Ключ от шкафчика для ключей. Небольшой изысканный ключик. Предположительно отпирает шкафчик для ключей в школе. Суга... Кто? Суга Йоси. Йоси. Суга Йоси. Суга Йоси.
Ага. Очень вкусно. Йосия. Папа, Ау. это я футбольный коч, Угу. а там половой, А сгадал, да? Да. Вот так понял, да как? Умный, конечно. 間違えたか Зачем надо вот так? Там кто-то есть? Антон, ага. Папа, А, там есть оружие? вряд ли. Может быть, аптечка или типа того. Но папе надо. Йосия. А, 5. なんか違うな Йоси. Йоси. Короче, буду брутфорсить последнюю цифру. Ну, там точнее. Погоди, а как его зовут еще раз? Йоси. Так, погоди-ка, неужели вот так? Типа сие, а йо вот это вот. Не, ну. Йо. Да не, по-любому 0. Типа йо. Y, O, S, И, Е. Йоси. Значит, должно быть... Типа Йоси. Блин, не так просто. А может Суга? Просто Суга. Значит 6. Г. А. Ну вообще было бы, конечно, 5. Типа Суга. А есть какие-то примеры, где... Сатоу. Погоди-ка, вот Йосида. Так, Йосида. Йошида. Папа, М. это половой? Угу. Это как пример того, как пароль будет писаться. Йо
все. То есть 0, 5, 1, 4. Йоси. Йоси. Ты папа один говорит. А? Папа один. Да. А что там тихо? Где? А что тихо? Тихо, да. А то загадки разгадываю, поэтому тихо. Папа повторить? А? Папа повторить? Пост просто смотрит, да? Да. Нет. Что папа? Да тихо. Нет, говорить. А то, что говорить-то? Папа тут загадки решает. Папа, О, что папа? Папа, ты говоришь. вот он, потому что игра новая. Ага. Это что за голос? А то поиграешь сам. Страшно тебе будет. Это 5. Да. Буква Д это 7. Йоси. То есть... Блин. Посмотри. Так. Типа 5-1-3, что ли? Да нет. 0-5-1-3. 0, 5, 1. Тоже не подходит. 3 не подходит. А как быть, если кодовый замок трехзначный, а у меня получается 4 цифры? Как они это... Погоди-ка, тут не было примера какого-нибудь?
Суга. То есть 5, 6, 9, 4. И что мне делать? Типа минусовать их между собой? Тогда у нас получится тут, допустим, 1, тут 8 и тут 6. Нет. Ха. А если 5, 1, 8, да на фигня какая-то вообще получается. Так, 5, 6, 9, 4, 3, 1, 5, 0 и крестик. То есть челика зовут Суга. Суга Йосие. Йосие. Может, мне их поделить надо между собой, я хз. 5694 делим на 513. Нет, не подходит. А что если я... Так. 5, 6, 9, 4. Ну, скажем, тупо умножить на 0, 5, 1, 3. Да ёб твою мать. А как тогда?
Ну, это хрень какая-то. Я вообще хз. Ладно, вернемся к нему позже. Тайко. Тайко. Цутия Тайко. Тайко. Так, а что будет К по ихнему? Бакка. А, погоди-ка, это же оно. 5, 6, 9, 4, 0, 5, 1, 3. Так это же как раз таки это и есть Суга Йосида. Золотая медаль на соревнованиях префектуры. Ненавижу, почему я... А, ну она умная, значит она, скорее всего, не ставила такой пароль шкафчик, чтобы никто не открыл. Ну, примера буква К я нигде не вижу. Что такое буква К тогда? Так, еще раз, как я? Тайко. Привет, Заракинг. Тайко. Тайко. Ну, К и 0, да? К... На что может быть похоже К? Вообще не понимаю. Ну, давай просто сделаем 4, 1, 0. Нет, нихуя. Значит, буква К это какая-то цифра. Я хз. Ну, 8. Тайко. Но я вижу букву 3. А тут по большей части 4. А тут... Ну я хз. 8. Ну типа... Восемь, 4, 3. Я по иероглифам смотрю. А так, по идее, у них должно быть латинские буквы чисто. Покажи. Ну вот он, видишь? Принцип шифры какой. Так, девчачий код основан на латинском алфавите. Заменяешь букву на похожие цифры и символы. Сатоу, например, будет Сатыоу. То есть 5, 4, 0, 6. 5 похоже на S, а 4 на А. Так. А это плюс. Ну, Т. Точнее, А плюс это Т.
0 это О, они ведь одной формы. И 6 это оказывается У. Хоть и не очень похоже. Так что мое имя Йосида или Йосида будет 05174. Типа Д это 7. А что такое К? Я хуй знает. У этой девчонки имя Сутия. Сутия Тайко. Тайко. Сутия Тайко. Ну, может быть, тогда давай попробуем взять имена, точнее, его первое имя. Сути... Еще раз. Сутия. С это 5. 6 плюс Сутия. 1. А что такое я? Пять, 6, 1. Попробуй 377. Да ну нахуй. Почему тут может быть 377? Омари Волк. Атака оружием с высокой прочностью наносит дополнительный урон. Действует тут только оружие с параметром прочности. Yes. Отлично. Окей. То есть это была... Это что ли? ТТ. Цути. А, Т. Цути. Т. Айко. 377. Ну здрасте, ёпт вашу. А Суга Йоси. Как ее, интересно? Суга Йоси. Вот Суга Йоси тоже есть в дневнике. Вот, эта ведьма заслуживает смерти, хоть бы она страдала. Цуги Йоси. Мало того, что она умная, так еще и спортсменка. Золотая медаль на соревнованиях префектуры. Ненавижу. Почему я из-за нее чувствую себя пустым местом, как она смеет. Вот тут как вообще? Так. Сугайоси. Привет, краска. Пять. 1, 3. Не подходит, понятное дело. А что если она наоборот? 5, 1, 3. Точнее 3, 1, 5. Покажи еще раз дневник. Вот она. Спортсменка.
А, нет, погоди. Не. Но это же не умножение, не может быть. Да, не умножение. Ну, то есть там получается совсем какая-то... 2 миллиона 921 022. То есть я слаживать уже пробовал. Но может быть, если, скажем, 2 держать в уме, потом 921 и 022 перебавить друг к другу, тогда получается 9, 4, 3. Но скажем, давай-ка 2 в уме, которые прибавим к 9. Станет 1. Что там, сколько шкафчиков? Ну там есть еще один замок после этого. 505. Почему 505? Поясни. Ты просто загуглил, да? Школьная сумка. Повышает количество переносимых предметов. Почему 505? Понятно. Ай, ну ты так больше не делай. А хули толку от такого? О, сука, еба. Это кто? Аой Такеси. 4. Аой 0. 1. Оригами. Мне удалось узнать комбинацию шкафчика Суги. Странно, что если перевести ее в код, она звучит как сигнал бедствия. Что же мне... А, сука. Ну вот. Вот он. Ну, сос. 505, да. Надо было сюда сходить. Ну там объясняется сос. Не гугли больше никогда. Так. Ну тут, по-моему, мы все, да? Там же больше нету. Так. Так. Так, 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 так. Ага. Хорошо. Да и я не знал. Но гуглить это все равно, что читерить. В этом.
смысл моего замечания. Так. Что-то я хотел сделать, но начисто забыл. Ладно. Ах ты. Так, стоп. Я хотел полечиться, скорее всего. Не, я вспомнил, что я хотел сделать. Игра в лисью жертву запрещается. Участие, вошедшее в моду игре, известно некоторыми под названием «Лисья жертва», отныне запрещена. Родители и опекуны учеников, достигнутых за этой игрой, будут оповещены, а сами ученики будут строго наказаны. Лисья игра. Ничего себе. Так, оружие в плохом состоянии. Прочность средняя. Ну, придется кухонным ножом пользоваться. Так. Да, я вспомнил. Я хотел ему Мари поменять. Немного восстанавливает здоровье при подбирании съедобных предметов. Так. Ускоряет моллюск. Снижает урон, получаем при уклонении. Волка поставим. И... ну и выносливость. В принципе, нужная штука. Наконец-то нашла. Ключ к воротам в горах. Внимание дежурных учителей, чтобы не дать учащимся подниматься на второй этаж. Окей. Понятно. Повар бомбовый синабон стяпал. Ну, хорош. Так, у меня рутончат опять отвалился. Ага. Побежали. Так. Вот ты пофманка-то 5 рублей. А то папа постарше же, поэтому у меня много упало. И потом у папы зубы плохие, потому что папа плохо за ними ухаживал. Эй, раз мы только вдвоем, давай играть в космические войны по-другому. Если захочешь. Я могу быть твоей напарницей. Или может быть какой-нибудь женщиной-вамп. Чё, блин? Какая же она кринжовая, просто ужас. Он у меня. Я нашла ключ. С возвращением. Прости, что напрягли тебя. Твоя очередь, напарница. Мы достаточно отдохнули. Садись. Мы все можем не ложиться. Не, я в порядке. Хинако, отдохни. Мы покараулим, пока ты спишь. Спокойной ночи, Хинако.
Угу, угу. Придушит меня, когда я засну. А нет, они просто уйдут. Да ладно, тебе же такое нравится, разве нет? Чё за странные подкаты? Да это тупая тварь Ринка. Мне ах плохо. Она прям супер плоха. Она, ну, настолько плоха, что не хорошо, а просто супер плоха, что, ну, очень плохо. Иной мир. Скорее всего, иной мир. Ты спасла мою жизнь и завладела моей душой. Он маску снял. В свою очередь, я спасу твою душу, завладев твоей прежней жизнью. В смысле? Какой-то кей-поп и айдол. Поспешил спрятать маску. Но это же Инари, божество, насколько я понимаю. Ну типа. Не нагружай себя слишком сильно. Тебе нужен отдых. Я могу встать. Наверное, очищающая вода оказалась слишком сильно действующей. Я не сознавал, насколько ты хрупкая. Но ты молодец, раз зашла так далеко, Хинако. А теперь вперед. Окей, let's go. Так. А я хотел там походить, подлутаться. Ну ё-моё. Лампы-то у нас нету, кстати. Идите по пути дальше. Нагинату возьму, конечно. Так. Я сперва займусь приготовлением. Приходите попрощаться. Попрощаться с кем? Порой эти добрые глаза гладят... так. Порой эти добрые глаза глядят на меня сквозь прорези в лисьей маске, становятся пугающе проницательными. Словно он смотрит прямо сквозь меня, пронзает самую глубину моей души. Когда мы идем рука в руке, он всегда держится на шаг впереди, будто направляя меня куда-то. Держа руку в его руке, я могу на ходу просто смотреть себе под ноги, когда он... Мое мнение, чисто проснешься, а они кинули тебя типа там монстра, и мы не смогли тебя разбить из-за монстров. Да, разбудить, ага. Ну, 100%. А по факту будет так, что Ринка, скорее всего, шум поднимет, провоцирует монстров. И она такая: мы не можем ей помочь, побежали. Мы не сможем ей помочь, если умрем.
Давай позовем на помощь. Просто, блядь. Так, держа руку в руке, не могу находить посмотреть, когда он нежно выркает меня за руку, но я знаю, что такое истинное счастье. Мне больше не надо ни о чем думать. Я знаю, что пока я делаю то, что он говорит, я буду счастлив. Да. Ну, слушайте, наша Ринка влюбляется в воображаемого парня из сновидений. Тьфу ты, Ринка, говорю. Хинако, наша девчонка. Спортсменка, комсомолка. А Ринка это вонючая тварь. Просто. Что тут надо? О, ну здрасте. Он же бог чисто как Зевс, хэх. Ну скорее, да. Ну как Зевс? Скорее как что-то... Он же бог, типа, приносящий, ну, по большей части, процветание, удачу, все в таком духе. Ну, я вот вчера читал про него. О. Так, алтарь. Хинако. Хинако. Ты сегодня еще красивее. Это старшая сестра. Да, с каждым днем все краше и краше. Только меня напрягает тот момент, что эта ушастая пизда говорила, что мы давно сдохли. И Сю должен нас отпустить или что-то в этом роде. Причем эта сука повторяла это все время. А Сакука все время повторяла, что мы предательницы. Чё у них нахуй? Не, наверное, у всего этого есть какой-то контекст, но в целом это какой-то бред. Может быть, имеется в виду, что мы просто умерли для них как, ну, просто как друг или что-то в этом роде. Точнее, вот конкретно для этой сраной Ринка. Ну, камера, японская камера. Ну, блять. Кстати, надо поменять на... О, аптечка. Вот это кэшбэк. Эмблема Ойнари-сама. Так, тут лиса нужна, что ли, какая-то? Она же встанет, да? Ну, ё-моё. Почему не до конца не умирают? Хотя, наверное,
Правильно, что не умирают. Ну, типа, потусторонний мир, это их территория и все такое. А в реальном мире им надо, ну, что-то как-то превозмогать, наверное, чтобы существовать. О. Блин, этот сраный мистер Лист нас куда-то, конечно, в опасные места все время направляет. Мягкие игрушки, модный журнал, комната Ринка. Ёпта. Ну давай, сейчас узнаем, что это пизда о нас пишет. Скомканное письмо. Прости, что вдруг решила ни с того ни с сего написать тебе письмо. Понимаю, что могли бы просто поговорить в школе, но когда я рядом с тобой, то чувствую. Тот, кто написал, то остановился на этом. Привет, извини, что спрашиваю в последний момент, но ты не мог бы в воскресенье сходить со мной по магазинам? Хочу, чтобы ты сказал, какая одежда будет на мне мило смотреться. Ну, с точки зрения мальчика, то есть я имею в виду письмо риска брать. Я люблю тебя, очень люблю, ты не уходишь мне с головы. Ринка. Тупая манда, ушастая. Ринка собирает кукол. Так. Прикольно. Драбуларон. Покажи свою Сакуру. Привет, мам. О. Прости, я понимаю, что это вроде как ни с того ни с сего, но что именно с вас с Хинако? Вы просто друзья или вы больше, чем друзья? Пожалуйста, скажи мне правду. Знаю, что это не мое дело, но может ты будешь держаться подальше от Сю? Знаешь, у людей складывается неправильное представление, когда мальчики и девочки нашего возраста слишком много времени проводят вместе. Ты же не хочешь, чтобы у Сю были проблемы? Хорошенько подумай о том, как вы себя рядом. Ты просто назойливая муха. Ты ничего хорошего не делаешь, только мешаешь. Сгинь к чертям. Или хотя бы завали хлебало и перестань доставать других. И перестань все время увиваться вокруг Сю. Абаак и движ Париж и Битбата. Блин, наша подруга, конечно, конченая просто. Вы гляньте, как много картинок этого Сю. Да, супер ушастая тупая тварь. Это пиздец. Герб с лисом, смотрящий вправо. Эмблема найдена в комнате, странной комнате, в нижней части выступ. Кажется, его можно куда-то ставить. Нашла. Да, нашла. Ха. А это мы? Да, она нас люто ненавидит просто. Смотрите, сколько картинок на наших нарисованных. И типа везде наши глаза выцарапаны, что-то в этом роде. Блин, какая же Ринка больная. Но это, скорее всего, типа, знаете, не в прямом смысле. Пирамидоголовые были будут? Нет, конечно. Это, скорее всего, типа, как насколько она нас ненавидит, показывает. То есть ее комната не буквально такая. Может, одна-две картинки есть такие, но по факту их не так много, скорее всего.
А, подожди, надо картинку поменять, наверное. Точнее, лампу. Нет? Нет, понятно. Не меняется. Птичка. Так. Отлично. А. Ну-ка. Да в смысле? Да ёб твою мать. Угу. Нет. Это чё, Ринка? Ой, перестаньте. Да ну вас. Серьезно? Мы типа будем решать, сбрасывать ее в этот сраный ад или Жарится. нет? То есть мы типа проверку будем проходить на хорошего, плохого человека, типа. Опять я ж тебя убила. Так. Хочется проверить. Да, открыто. Ага. Так. Вот с этой стороны где-то должно быть что-то открыто. О! Письмо Хинако от Ринка. Хинако, вот съешь это, и тебе станет лучше. Забудь, что эти придурки сегодня наговорили. И не волнуйся, я им выскажу все, что думаю. Слушайте, нам будут показывать, типа, хорошие ее стороны, ну, и плохие, типа, да? Ты просто должна быть собой, Хинако. Не беспокойся о том, что там считают нормальным. Это для них норма, а не для тебя. Я всегда буду за тебя. Твоя лучшая подруга Ринка. Окей, ладно, тут пока все мило. А Чизуруя? Не. Не нужно забыть. Пора отпустить и двигаться дальше. В смысле? Поднять. Тайный дневник Ринка. Но почему из всех районов я живу именно здесь? Сю живет на другом конце города. Значит, моей мечте ходить с ним вместе домой не суждено. Помню, как я подговорила всех в классе вместе пойти в Чизурую после школы. Мы все шли, болтали, а потом стали расходиться по домам. Прогулка до магазина была мучительно короткой. Но даже несколько минут, которые я могла
провести Сюнье в школе, это все, о чем я могла мечтать. Но даже здесь это продолжается. Эти свечи сразу нахлынули воспоминания. И сейчас будет злая сторона, да? Спасибо тебе. На, тварь. Да, не прикольно. Апахай. Чё за район? Трахнули. Избили. То есть для тебя так выглядит секс, да, Лёха? Бинты. Тайный дневник Ринка. Мы удалялись от магазина, и одноклассники один за другим прощались и сворачивали домой. Жесткий секс. Мы Сю так и не остались наедине, но мне было все равно. Почерк становится все более неровным и взволнованным. Но, конечно же, эта маленькая грязная тараканиха никак не могла от него отцепиться. Чё ты творишь, а? Мы все вместе идем домой. Почему не выбрать для разговора тему, которая будет понятна всем? Нет, надо сбежать с ним вдвоем в свой дурацкий мирок космических войн. Господи. Жестко, жестко. Смотрящий влево. Ну тут, кажется, все. Письмо Хинако от Ринка. Хинако, вот съешь это, и тебе станет лучше. Дальше почерк так. Ты знаешь, я такой добрый человек. Разве злой человек принес бы чудесный лакомство с милой запиской своей загрустившей подруги? Я такая добрая. Ты просто должна быть с собой, Хинако, потому что рядом с тобой я понимаю, какой я замечательный человек. Когда я помогаю тебе, я понимаю, какая я добрая. Всегда буду заботиться о тебе, и Сакука. Потому что, когда я забочусь о вас, двух жалких созданиях, я чувствую свое превосходство, как учитель, родитель, даже как хозяин домашнего скота от твоей лучшей подруги Ринка. Вау. Блин, прикольно. Тут такая вот у нас подруга. Так, окей. Хинако, ты ведь помнишь?
Я, видимо, сюда должен что-то эти штуки вставлять. Короче, в конечном итоге нам придется тут, видимо, ну, реально решать. Сдохнуть ей или как. Ну, это прям, ну, провокация. Нас конкретно провоцирует на то, чтобы мы ее грохнули нахер. Ну, я таким образом никак не пройду, да? Так. Ё-моё, белый заяц? А как? Подожди. Топора не да. Топора. Зачем нам топор? У нас нагината здоровенная. Ты видишь, это, блядь, самурайская нагината. Домашка, спорт. Одежда, макияж, у меня всегда получалось лучше. Господи. Ну что за бред? Ну это странно в тот момент, что... То есть мне нужен заяц. И вот этот вот огненный. Я бы еще понял, если бы как-то можно было бы заблокировать закрытие двери. Там, например, поставив что-нибудь, чтобы он не закрылся, да? Вот так нет, я хз. Давай сюда зайдем. Блин. Паскуда, ёпта. Дверь, пожалуйста. А можно я воспользуюсь дверью? Я не понял. Почему я не мог открывать дверь?
Ну вот это сюда, не? Блин, что за хуйня? Тогда, наверное, тут что-то надо сделать уже, да? Ты все время витала в облаках, а я столько раз тебе помогала. Почему тебе? Почему тебе все достается? Ну, мы ее по-любому в лаву опускаем, походу. Ну просто по-любому. Так, погодите-ка, а что если у меня появилась теория, которая, может быть, нам поможет? А что если у двери убить? Блин, как-то неправильно убил ее. Ну ладно. Ну тут никак не пройти же вообще. Приветствую тебя, как дела, как здоровье на Стексхе, на Стексхе. Приветствую, чатик. Привет, Гекло, здорово. Хорошо. Вот тут прикол какой-то. Так, кстати, мне нужна красная. Что нового? Да в целом... Как тебе Силксонг? Силксонг огонь. Силксонг это огонь. На 100% ее прошел. В Steam-версии повышение уровня для Илэкскхен 85 человека LVL 8. О,
Поздравляю с повышением уровня. Ты молодец. Молодец. Ну, спасибо. А ты что расскажешь? Во, заходим. А, блядь. Ну что, блядь, ну типа двигайся, что ли? А почему ты почему ты не можешь ударить, блядь? Что, блядь? Что нахуй? Иногда почему-то вот концентрация там... Короче, ты не можешь иногда нанести почему-то этот... контрудар. Я вот не понимаю, от чего это зависит вообще. Ну вот, опять я не могу нанести контрудар. Просто потому что... Не знаю почему. Видимо от того, что я 2 раза нажимаю на кнопку концентрации или еще что-то в этом роде. Я хз. Сушинария. Бинт. Окей. Угу. Вот, теперь мы можем пройти. Добрый день еще раз. Я поспал. С пробуждением. Чё, как играется? Нормально. Прогресс идет. Так, теперь мы в школе. Окей, теперь это школа. Школа, такое ощущение, что 100 лет прошло. Скучно, не скучно. Ну, я в одной загадке чуть в сонную кому не попал. А так нормально. Столовые, применки, друзья. Журнал наблюдений за классом. Как и в прошлом семестре, я снова буду президентом класса. Надеюсь, что вместе мы проведем еще один чудесный семестр. Роль президента класса налагает большую ответственность, но я справлюсь с этой задачей. Еще в детстве, когда мы играли в куклы, я всегда хотела быть мамой или старшей сестрой. Наверное, потому что мне нравится приглядывать за другими. Я считаю, что у каждого ученика в нашем классе есть что-то, в чем он особенно хорош. И что-то, над чем еще можно поработать. На мой взгляд, задача президента класса помочь другим справиться со своими слабостями, чтобы вместе мы сделали школу приятным местом для всех. Нисида Ринг.
Сейчас вот в агрессивном мире мы окажемся. Она там скажет: черви, ублюдки. Я сама пиздатая, блядь. Что-то в этом роде напишет. Ну давай. И сейчас еще враги будут, да? О. Так, как и в прошлом семестре, здесь почерк становится хаотичным, несдержанным. Мне нравится быть президентом класса, потому что так я могу быть главным над этими неудачниками. Ага, понеслась. Еще в детстве я любила сравнивать себя с другими детьми, похоже, и наслаждаться собственным превосходством. Если притворяться, что заботишься о других, можно многих порадовать. Неудачников, которым мне помогали, людей вокруг, даже своих родителей. Если честно, это и меня радует. Сейчас я взяла шефство над 2 девочками, которые абсолютные дуры. Обе совершенно безответственные, пустоголовые. Обе и близко не знают, как вписываться в коллектив. Без моей помощи у них бы вообще не было друзей в классе. Они обожают меня и все время повторяют, как благодарны мне. Это потрясающе. Я уже серьезно думаю, что была рождена для роли президента класса. Неси, Даринка. Понятно, понятно. Так, окей. Что тут у нас? А, это моя парта, да? Киллер меня вообще. Зачем? Вот и есть. А я думаю, тут есть, а я забыла. Мама туё. Мама хасенде турар. Джулр, это что такое? Папа это то уносит. Нет. Папа уже сегодня вечер. Это Тихо. Мама лидера япон. Ты что? Курок. Тихо, тихо. Абагалар. Бутылька, ты что какой смотрел? Это не фильм, это игра. И она становится все более страшной. Даже Рухан испугался, говорит. Эмблема найдена на странной комнате на нижней части выступа. Кажется, ее можно вставить куда-то. Все, пошло. Страшно, да? Ну вот, страшно, я же тебе говорю. А ты говоришь, скучно, скучно. Дьепан. Так. Мама, ну тут япон. Вот времени. Да, мама мехаятана херендала. Амбастан ем, он ты мекатан терем. Или наоборот. Порядок не важен. Мама мехайдаме, вот уйду. Так. Подношением. Нормально. Еще 800 и мы в деле, детка. Так. Епан. Япон. Япон. Так, я сохранился, блин. Так, тихо.
Я паранойя на эту тему. Ну все, Ринка, пора искупаться в горячем источнике. Горячий источник раз. Ты все время витал в облаках, я столько раз тебе помогал. Горячий источник 2. Почему тебе? Почему тебе все Леет, это подруга, достается? что ли? Горячий источник 3. И сученька, гори. Давай. Давай. До свидания, Ринг. Приятно тебе искупаться в лаве. Ну хоть раз. Подумай, что За он что ты ее чувствует. такала? Ты предательница. Ты играла с его чувствами. Извинись. Встань на колени, проси прощения. Ты что, не слышишь? Почему ты молчишь? Попчим, попчим, попчим. Хинако! Да, да, вот так вот сделай. Руки давай вот так. Другого шанса не будет. Блин. А, ну хотя наш Терминатор не смотрел, 1945 год. Да, вот если бы он так сделал, было бы хорошо, конечно. Ключ с эмблемой весами. Very good и very nice. Япона, дочь, что творится? Да. А непонятно, что творится. А, все открылось. Подожди, все открылось. Дорсу. Дорсу, дорсу. Дорсу, дорсу, дорсу. О. Все.
Так. Драуба, хай-хайдах и битисанасх. Привет, Харачевска. Да, прикольная, очень даже хорошая. Ну и как я написал в Телеграме, это по сути такая же революционная часть, как для, например, Resident Evil была 4. То есть Resident Evil. Вау. Ну, это пиздец. Понял. Все. Келлогинен и Ларга. Ай, да ну нахуй. Ха, как придет зарплата, купишь. Звучит как отличный план. Погоди-ка, а в чем прикол того, что все открыто? Я бы понял, если бы тут что-то где-то было бы недоступно. Но я вижу, Thank что you for просто... following. Лапка лак. Лапка удачи, спасибо. Новый большое за фолловер фоллоу. лапка, подчеркивание лак. Большое спасибо. Ну просто пойдем отсюда, я думаю. Там ничего уже нет. Я не видел ворот, которые бы вели куда-то. Недоступное для меня место. А, ну тем более карта есть. Да, вот тут Ринка нас ненавидит. Тут... А, это Чезаруя и школа. Да, тут все обследовано. Я вот не до конца понимаю вот этой комнаты. Что за херня тут творится вообще? Почему я туда пройти не могу? Я вот этого не понимаю. Закрыто. Блять, я что-то упускаю или что? Ну ладно, пойдем. Так, теперь в другую сторону идем, да?
А, окей. Это Сакуко. Обращение к учителю от родителей Сакуко. Просто записка. Я, как мать Сакуко, хочу поблагодарить вас за то, что вы учите мою дочь. Прошу простить за случившееся в походе. Похоже, Сакуко очень всем помешала. Моя дочь ведет себя так с малых лет. Еще ребенком она очень не любила, когда мы выключали свет перед сном и всегда избегали темных кинотеатров и тоннелей. Ошибочно считала, что она переросла свою боязнь темноты. Полагаю, в походе ее страх вернулся к ней, потому что она не привыкла спать где-то еще. Я сделал ей строгий выговор за такой постыдный для ее возраста поступок. Она поразмыслит над своим поведением и сожалеет о случившемся. Пожалуйста, примите наши с ней извинения. Зайчики, смотри-ка. О, алтарь. Давай-ка тут сохранюсь. Йокан. Так. Ага, вижу. Что за магия? Враги повреждены в тех зонах, которые священным фонарем значит стать им. А, да! Какая прикольная новость. Леха, скажи честно, сколько тебе лет? Блин, прикольно. Ё-моё, я не знал о таком приколе. Хинако. Так. О, божественная вода. Найс. Раздевалка. Повышение уровня для Крауджекса с VL 20. С повышением уровня. Твою-то нахер мать. Я прокачался. Прикольно. Это мой шкафчик.
Дневник Сакко. Ненавижу уроки физкультуры. Один вид моей спортивной формы вгоняет меня в Япономать, что депрессию. здесь творится? Скоро в школе будет кросс на длинную дистанцию. Я знаю, что они только и ждут, когда я прибегу последний, чтобы посмеяться надо мной. Я понимал, как одиноко буду себя чувствовать, когда буду плестись позади всех. И тогда я спросил Ринка, может она согласится меня подождать, чтобы мы вместе пересекли финишную черту. И знаете что? Она согласилась. Еще я спросил Хинака, но она отказалась. В смысле? Да? Она сказала, что она записана в спортивный клуб, и учитель на нее накричит, если она не будет выкладываться изо всех сил. Ну да. Что же, звучит разумно, если это правда. Ну поэтому они, блядь, эти тупые пизды называли предательницей. Чисто из-за этого случая она предательница? Ой, блин, понятно. Ясно. Если это правда. Почерк становится неровным. Но я-то знаю правду. На самом деле ты просто не хочешь возиться с такой ленивой тупицей, как я. Справедливо. Нолан, а ты любил уроки физкультуры? В целом, да. Но у меня от них было освобождение. В какой-то момент оно появилось. Надеюсь, Хинака споткнется и упадет и переломает себе все кости, чтобы она больше никогда не смогла бегать. Бля, классная подруга у нас. Блин, как же нам повезло с подругами, ребята. С такими подругами враги ненужные. Япономать. Блять, сука, что за хуйня вообще? Ага. Понятно. Что-то написано интересно. Ой, пошла ты. Пока понесем. Так, а что у нас? Вот это вот прям очень неудобно. Ага, на первом. Похаваем. Сохранимся. Ну, вроде бы... Ага. Окей, херня. Угу.
Ох, это охуеть как бесит. Иногда почему-то концентрация не работает. Я не понимаю, от чего это зависит. Дневник Сакука. Я ненавижу темноту. Она мне напоминает, что я совсем одна. Мне все говорят, что я какая-то не такая, что я немного странная. Я странная девочка, которая всегда одна. В школе я могу забыть о своем одиночестве в классе, где полно болтающих без умолку людей. Однако в темноте оно возвращается. Почерк становится неровным и взволнованным. Я знаю, правда, что Хинака на самом деле обо мне думает. Она тоже думает, что я странная, как остальные. Я знаю, что это правда. Я знаю, что за моей спиной она надо мной смеется. Может, она думает, что ее они не поносят, когда ее нет рядом. Терпеть не могу, когда она фальшиво улыбается и ведет себя так, как будто она единственная нормальная. И еще смотрит на меня свысока. Она меня так бесит. Ненавижу ее, так ненавижу. Ну, давайте проверим. Сакуко. Подруга. Та-та-та. Сука, которая не вернула мне 500 йен. Ага. Мне кажется, Сакука просто прочитала этих странных комиксов в последнее время. То радостно смеется, то вдруг становится серьезно и начинает вести какую-то чепуху. Я так понимаю, что все кажется и крутым, но сначала я этого пугалась. Надеюсь, ей когда-нибудь надоест увлечение всяким сверхъестественным. Ну смотрите, в дневнике мы ее ни разу не называем странной. Нет, называем. Все, забей. Немного странно. Ну и хер с ней. Ну, блять, она такая есть. И эта сука нам 500 йен не вернула. Священный абраган. Вот сейчас не понял. Ну иди сюда быстрее. Плачет еще. Типа тык-тык-тык, упала и заплакала. Я ее хочу к свету подтянуть, чтобы грохнуть ее тут. Надеюсь, это сработает. Так. Давай, го сюда.
Ну иди уже, чё ты? Блин, она сдохла. О, нифига. Нормально, нормально. Пятихатка сюда. А как это открыть? Не, я не понял, подождите. Даже так. То есть сейчас поставили на зеленую. Хорошо, пошли. Да, и вот тут открылось. Мы обещали друг другу, что всегда будем вместе. Ямете кудасай. Кролики. Сакука обожала кроликов. Опачки. У этой ненормальной в друзьях только кролики. И надо жить вместе с ними в кроличьей норе. Страница журнала наблюдения. Эй, господин кролик, знаете что? У меня сегодня появилась первая подруга. Ее зовут Симидзу Хинака. Понимаете, господин кролик, она моя первая настоящая подруга. Мне немного страшно, что если она бросит меня, я забуду обо мне. Я так этого боюсь. Когда я рассказал об этом моей новой лучшей подруге, Хинака, она ответила, что никогда меня не бросит вообще. Никогда. Она мне пообещала. Но знаете что, господин кролик? Почерк внезапно становится беспорядочным. Что если Хинака нарушит обещание? Что если она меня предаст? Что если она врет?
Нет, не хочу об этом думать. Хинака сказала, что никогда не бросит меня. Она обещала. Я должна ей верить, ведь так поступают друзья. Они верят друг другу. Хинака, если ты мне предашь, ты за это заплатишь. Ты заплатишь и пожалеешь, что обидела меня. Ясно? Ну, следуя из этого письма, я прихожу потихоньку к выводу, что, возможно, Хинака реально мертва. Возможно, она реально мертва. Только вот, чё, блядь, типа... Это так бредово звучит, что пиздец вообще. Что это за место? Так. А, подожди. Положить на алтарь. А, ничего. Дневник Сакука. Как же она дохуя пишет. Моя семья на протяжении многих поколений служила хранителем святилища Сёнэнсюги. Но последние несколько десятилетий популярность святилища все падает. Когда отцу пришло время стать главным священником, он отказался от этой роли и устроился на обычную офисную работу. Мама и папа постоянно ругают святилище и говорят, что главные священники уже никому не нужны. Даже дедушка говорит, что традиции службы Сёнэнсюги умрут вместе с его поколением. Я помогаю в святилище в качестве дмико, храмовой прислужницы, когда там проводятся какие-нибудь мероприятия. Мне нравится спокойствие, достоинство ритуалов. И я чувствую, как очищается моя душа. Я бы хотела быть не просто помощницей. Думаю, я не отказалась бы однажды стать главной священницей. Слушай, это же как в той головоломке, которую мы тогда решали. Мечта Сакука.
утюг. Бутылка. Ах ты тварь, боже мой. Ну а почему? Ну блин, вот просто почему? Ё-моё, как же мне нужны эти бинты. Так, что это? Оружие? Хинако, ты пришла за мной? Мне страшно, прошу, помоги мне выбраться. А, я вижу. Кролики. А, ключ. Лист хорошей бумаги. Чтобы молиться о взаимном процветании, двое должны смотреть друг на друга. Обычай диктует им расположиться так, чтобы лица были на одной высоте, словно они отражение друг друга. Прикрыв свет, ты укроешь прошлое тьмой. Окей. Наравне. Абажур ограничения. Абажур с когтями. Так, и вот эти надо поднять, да? Или чё? И она осталась в темноте. Хинако, помоги! Не бросай меня! Постой, прошу, не уходи. Да, это жестко. Омамари бык значительно снижает расход выносливости при мощных ударах. О, но это реально must have.
Капец, как все изрисовано. Юклаб с другим стримером. Привет, Дима. Да, у меня тут совместный стрим с будущим миллионником. Угу. Вас понял. Ну, Подрастает поколение. Но... Хай, Рокси. Привет, напарница. Наверное, последний раз я тебя так называю, да? Я ради него из кожи вон лез, чтобы сдать тест по иероглифам, помнишь? У меня была целая куча этих блокнотов. Весь шкаф был им набит. Лазерный меч. Гудзауэн. Это что такое? Странно. Куда она подевалась? Ну и ладно, ничего страшного. Вот значит... Вот что означает забывать. О. Вернуть пропавшее. Так. И там тоже пропавшее. Тебе так трудно было не загубить свое первое растение. Спрятался. А тут. О. Как дела? Вот так. Работаю втихаря. Пока не родила. Я хочу знать твое окончательное решение. Так, норм, все. Как жена, как дети. Шкафчик Заебись. из дома все. Ё-моё. Ах ты тварь, боже мой. Рассказывай, как все, что на душе, все как есть. Так. Ватфис. Вы плакать будете? Стример забанит и дропнет. Стрим? Оно вам надо. Я точно не буду. Я уже заебался плакать. Ты что, типа... Жертва концентрационного лагеря, что ли? Ты так разрекламировал сейчас свою, типа, вот, судьбинушку страшную. А на деле кажется, типа, это обычный вторник. Так. Бум, посмотри, motherfucker. Бум, бум. Скучный вторник в концлагере. Сидит, смеется, Портрет упитанный розовощекий Юный сисянин. Симидзу Хинако. Рисунок ужасен даже для ученика начальной школы. Он точно нарисован нарочно. На нем написаны разные ругательства. Глупый, гадкое и так далее. Прикольно. Ценные вещи все.
Да вообще сытый и голодному не товарищ. Да. Вот так выглядит лицо капитализма, еще скажи. Кто-то прям фразу сорвал. Рота. Запас. Я Да. ротом ем и говорю. Рота. Так. Будзм. О. Комната типичного школьника. Я в ахуе. Что это за говно? Да это моя квартира, йогурт с холодильника прошлогоднего он сбежал. Так, надо сейчас кое-что придумать. Надо придумать тактику галактику. Сейчас будем делать, ребята. Тактику галактику. Сейчас берем. А, во время боя нельзя менять. Ну, это пиздец. Ну ладно. Нас собака. Нас собака. На, блядь. Ну ясно. Люблю сиськи, красотка. В смысле, блядь? А почему у меня оружие другое? Привет. Привет, фанат Доши. Здорово. Повышение уровня однородности. Хороший человек. Уверен. Вот что это страшный монстр. Пиздешь. Сорокет ужас пикнул. Угу. А, твари, боже. Как дела? Да нормально. Будзм. О, вот это я увернулся.
На, сдохни наконец-то. Чудовище, покрытое сдувшимися нарывами, ползающее под кожей. Было бы Каждый прикольнее, последующий если нарыв бы с плацентой реально порождает дети все вылезали, а не новые и новые зомбаки. ужасы. До чего мерзкая демонстрация продолжения рода. Я лучше умру, чем превращусь в такое чудовище. Ха, жестко. Да. А возможно, так и было изначально, кто его знает. А потом такие, да не, вы че, ёбнулись? Нам надо, не-не, попроще, ребят, пожалуйста. Лучевое оружие, им столько играешь, что местами уже облезает краска. Ну, потом постеснялись, да. Что она не умирает. Не, она умерла. Все хорошо. Мышь и была. На ружье есть надпись шариковой ручкой. Спрячь, Хинаку украдет. Украдет. Ничего себе. Не знаю, может Хинака действительно была токсичной девчонкой. Главная героиня. Ее все буквально ненавидят. Что это у тебя сзади? Что сзади? Ты про это? Или ты про моих детей? Фанат Доши, наверное, детей назовет это точно вот прям. Фанат Маркаряна, наверное, он еще. Фанат Доши. Так. Пойдем. Что это за гадость? Это дети? Ахахаха. Но. Это твои дети? Ну да, мои. Так. Чужие в заложниках держат. Да, их так давно похитил, что уже друг к другу привязались. Внутри все разрисовано. У злодеев, которых побеждал главный герой, сделана надпись Хинако. Более того, Уже чтобы как сделать свои... смерть еще ужаснее, чем в комиксе, там дорисована кровь кишки. Я фанат Роналду. Понял. Он еще и жену никогда не показывает, только говорит, что есть. Ну, бывает иногда случайно показывается. Все понял. Ситуация стала понятна максимально. Я сначала убедился, что к чему, зачем дергать рычаг. И только потом дергаю. Вот это вот правильный подход. А откуда мы знаем, что это жена? Как игра называется? Игра называется Silent Hill F. Silent Hill F. Так. Типа мать. Кстати, почему F разрабы так и не объяснили? Ну, мне кажется, просто flower, типа цветок. F. Ага. Туреспект. Туреспект. Расскажи мне, что ты чувствуешь, напарница. Моя самая ценная вещь. Никому, кроме тебя, я бы не позволил прикасаться к ней.
Уже раскрыли в игре, что случилось-то. Ну, потихоньку что-то идет. Я могу услышать и выдержать, ничего не утаивая. Я впервые тебе их показываю. Она вообще Так хоть вот. к Silent Hill имеет отношение или то к названию? Но то же самое можно говорить, знаешь, в контексте происходящего. Ну, вообще, да. Нет, в Resident Evil это очень даже имеет отношение. Ну, в целом, непонятно пока. Потому что события данной игры вообще очень сильно задолго до событий того, что происходит в Америке. Да, я тебе прямо отдельно поясню. Расклад. Происходит все в месте под названием Эбису Гаока. Эбису — это одно из 7 божеств, там что-то типа процветания, удачи, что-то в этом роде. А Гаока — это холм. Но они в итоге скатились к концепции, что Silent Hill — это не город в реальности, а у каждого свой в голове. Да нет, вроде. Ну я хз. Битера. Да вроде нет. Когда мы все играли в Космические войны, это место было нашим штабом. Если мы играли не одни, то собирались здесь, обсуждали сражения или ели конфеты. Оригами. Я помню, что Ринка постоянно складывала оригами, не знаю, что она там писала, но часто видел, как она на уроках делала лесу из бумаги. Она излагает свои горести на листе бумаги, вместо того, чтобы сжечь их. Я вообще про развитие серии. Не, ну, понимаешь, штука такая у Silent Hill по лору, что она какая-то нецелостная. В этом ее проблема. После, ну, первая часть было понятно, все, типа, проклятый город в тумане, культ, вызывают какого-то нового бога. Окей, все, понятно. Вторая часть. Чел приезжает с трупом жены в город Silent Hill, где они когда-то тусили вместе, и потом он проходит через какие-то жесткие вот эти вот психологические пиздоблядки нереальные. И вместе с ним также другие люди проходят такие же пиздоблядки, и у каждого какое-то свое заключение по всем этим штукам. И в конечном итоге наш главный герой там, ну, понимает, что случилось, там прочее, и это самая высокооцененная игра в серии, в Silent Hill вообще, в принципе, вторая часть. Ага. Но далее они такие, блин, мы в первой части столько открытых вопросов да, ну оставили. там сами разрабы просто говорили про эту концепцию уже вот не так давно. Ну а третья часть, она продолжает первую. И там идет прямое, типа, нормальное сюжетное продолжение того, во что вылилось то, что сделал Гарри в первой части. И мы уже в третьей части играем за ту самую девчонку, которую взял с собой Гарри в первой части. И в третьей части мы вроде как разбираемся со всем этим дерьмом, и там все кончается хэппи-эндом, как будто бы. Ну, по факту. Там, ну, вроде как не было ничего такого недосказанного. Ну да. Она просто уходила с детективом, по-моему, из Silent Hill и что-то там вроде, и все заканчивалось окей. Но единственное, что плохо, там типа отца ее убили, и все. А четвертая часть это тоже опять какая-то филлерная херня, ответвление, но... Мир вашему дому, Ирene Hello, Ирene Hello, Ирene Hello. Здорово. Что типа Silent Hill у каждого свой в голове. И прошлое было этим также.
Но это очень странный ответ от самих разрабов. Очень странный. Потому что не вяжется много с чем. Например, сильно не вяжется с тем, что вот вообще в принципе происходило в первой части. Что происходило в третьей части, вообще не вяжется. Переосмысление. Ну, они такие, ну. Они, вот знаешь, просто выбрали тот самый лучший ответ, который понравился большинству. Потому что всем сильно нравится вторая часть, и все хотят... Повышение уровня для Альфред Сигаус VLVL 13. И все хотят от Silent Hill побольше вот таких вот каких-то психологических пиздоблядок. А не оккульта с возрождением бога и всякое такое. Типа это им нахер не надо. Им намного интереснее типа страдания психологические там каких-то определенных людей. И как их вот эти вот те или иные страдания проецируются в этом, Пикач 88, в этом Пикач безумном 88, мире. Ирена Дэнсинг Джордж 4 Дэнс. С повышением уровня Ифрит, да. Вот как-то так. Просто не выбрали сам, типа, такой популярный ответ, по большей части. И все. Я так это вижу. Сакука говорит, что если передать что-то абстрактное, например, изложить свои чувства в виде слов, даже в виде жалобы, то этого будет достаточно, чтобы сердце успокоилось. Согласен. Когда ты чувствуешь себя подавленным, это как одежда разбросана по комнате, а когда вы оформляете чувства в слова, вы как будто бы складываете их в аккуратные стопки. По сути, вы упорядочите свои чувства, складываете их и прячете подальше, чтобы получить помощь от Инари-сама. В этом, видимо, и заключается настоящая магия оригами со списком обид. Вот эта вот интересная хуйня. Я не удивлюсь, если вот эта вот тема, она станет популярной среди зумерков. Вот это вот. На Виту есть какой-то Silent Hill. Не помню название. Оно вообще отношение имеет к основному сюжету. На Виту? Что такое Виту? Понял, это приставка. А какой именно там что-то Shattered Memories Yes, был? Vita. Ну, я понял. Shattered Memories, наверное, ты имеешь в виду, да? Ну, я не понимаю. Она тоже какая-то была странная. Она выполнена была в виде раннера. Там ты бегаешь за мужика в холодных каких-то замерзающих помещениях. И вроде бы этот мужик также потерял девчонку и ищет девчонку. Ну, дочь свою. Хз. Не играл в нее. Но она такая безумно филлерная хуйня. Вот самые такие, знаете, вот если... Да, там своя часть была. Да. Если вы хотите конкретно по оригинальному Silent Hill упороться по его основному сюжету, то вы играете в первую часть, третью часть и... Такая немного отдельно, но изометрия. Там можно перса выбрать и там в конце боссов волить. Понял. И играете Silent Hill Origins. И все, по-моему. Да, больше нету. Остальное уже безумно филлерные части. То есть они никак не касаются основного сюжета Silent Hill. Это вот Silent Hill 2, самый популярный. Silent Hill 4 и The Room. И остальные вот эти вот части, полное дерьмище и говно. Это Silent Hill Homecoming и Silent Hill... как-то он назывался... Там, короче, вот есть часть про военного и про зэка. Они оба дерьмо, полное дерьмо. То есть вообще не рекомендую. Забейте хуй на них. То есть по факту существуют хороших Silent Hill. Еще только... никто не вспоминает онлайн-сериал Silent Hill, в котором ты платил за голоса, чтобы выбрать, чем он продолжится. А я вот знаю про него. Вообще маркетинг был у этого дерьма. Был, я помню. О нем что-то говорили, но он потом провалился. И все, пропал. Ну, может быть, его можно найти, скачать где-нибудь, посмотреть. Но в целом, да. Это печально. Ну, короче,
Все. Вот коротко еще раз излагаю. Основной сюжет Silent Hill, если Это хотите узнать, звездец. то... Silent Hill, Book of Memories, вот так она зовется. Нет, они не в курсе. Короче, слушайте. Silent Hill 1, 3 и Silent Hill Origins, так он называется, это основной сюжет. Все. Больше, про основной сюжет больше ничего не будет, по-моему. Далее, филлерные части, совершенно отдельные от основного сюжета. Практически отдельные. Silent Hill 2 и Silent Hill The Room. The Room, он отчасти касается основного сюжета, потому что очень много отсылок есть к событиям. Но в целом он тоже безумно отдельный, потому что он происходит вообще в другом отдельном городе, типа Нью-Йорка. Но чел один хер порталом как-то отлетает в Silent Hill, и там что-то бродит, и всякое разное такое дерьмо делает. И вот эти вот две части вообще не трогайте, потому что они полное дерьмо. Это Silent Hill про зэка и военного. Полное говно. Также я не играл, вот про них не знаю, вот Shattered Memories и Book of Memories. То есть, по-моему, Shattered Memories был. Там что-то вот про замерзающие помещения. А Book of Memories, вот изометрия говоришь, вот это вот вообще не играл. Все. На этом весь Silent Hill кончается. Конечно, ремейк. Но это все, по сути, одна и та же вторая часть. Так что так. А вот эта игра, Silent Hill F, это тоже филлерная совершенно часть. Скорее всего, это будет конкретно, так сказать, переосмыслением вообще всей серии как перезапуск. Если, Я да, в том так году смотреть, у Басов Феринга то чёт окей. прошел. Так кайфанул, особенно с озвучки Володарского. Да, Саферин классный. Но вторую часть, кстати, не трогал. Вот. Едят. Мама, у Нарбака держит, надеюсь. Старый. Не боись. Бята тюрьма. Я сам. Сам вытаскиваешься. Командку чуть. Вот. Скоро первый зуб выпадет. Так. Он рели стремный, несмотря на 3 полигона сбоку бантик. Не, Саффинг 2 вот давным-давно проходил. Вот недавно только первую часть трогал, а вторую что-то вообще почему-то не прикоснулся. Так, внимание. Не пиздим. Сюжетная хуйня я происходит. чёт залпом прошел. Бля, что происходит? Ты вернулась. Напарница. Я хотел. Ничего страшного, что бы ни вышло. Я приму выбор своей напарницы. Какой нахуй выбор? Я никогда ничего не выбирал в этой игре, блин. Ты прикалываешься? Что ты делаешь? Ты рофлишь? Я не понимаю вообще. Она убила своих подруг и убила своего друга. Но вроде бы это не по натуре происходит, но хуй знает. Но это очень странная хуйня. Я не понимаю. Тебе, наверное, тяжело прощаться с друзьями детства. Да. Не-не-не-не. Она какая-то злая получается. Тебе было нужно сделать, и как можно скорее.
Мне страшно жаль, что ты это увидел. 謝らなくていい。 Да не парься. むしろその痛みを Это я 強いた должен 私の извиняться за 方 то, が что 謝 я らな причинил く тебе ならない。 столько боли. Да, как-то я хз. А вы не Егор. слишком взрослый для нашей девчонки? Back to reality. Ну, это очень странное дерьмо происходит. Очень странное дерьмо. Шу, Все, Ринко. Ринко. Я не понял насчет этого вот прикола. Что мы делали вообще? Почему? Вот да посмотри. Какой посмотри. Папа, я шаг не тащил. Ты вытащил, да? Где? Бо. Зубик. Чужик? Да, зубик. Пока. Дай. О, не видно. Плохо видно. Вот чертов Гадзина хаха. Папа, дай. Что это? Это зубик. Зубик? Да, зубик. На работе перерыв е-е. Давай подушку. Да дорога, давайте. Пойду гулять. Поехали. Вот да посмотри. Утысь. Ага. Ты Утысь. подушка, а я сейчас. А то он не. Мою подушка перед. А у тебя, у тебя тоже что ли? Нет. Ну, Щеку. На щеку. Папа, нет. Стой, не там твой путь. Так, あの二人 куда они どこ？ подевались? Блин, что это у меня все врубается? Монитор мой ебаный. Так, ну они нас, конечно, киданули. Это мы совершенно не удивлены. Я прекрасно понимал и знал, что они так со мной поступят. Yes. Ну что ж, мы прокачали третью. Теперь мы можем сюда засунуть что-нибудь реально крутое. Атака с оружием высокой прочности наносит дополнительный урон. Действует только для оружия с параметром прочности. С высокой прочностью. То есть... Ну окей. Это нам сейчас не надо. Сейчас я, пожалуй, поставлю Омамари сова. Давай сосну. Не в смысле я буду сосать, а сосна, дерево. Омамари сосна. И сливу. Вот. Максимальное здоровье, выносливость. И значительно снижает расход выносливости при мощных ударах. О, отлично. Пошли.
Дома аригато, мистер Робото. どうして Как же シュ все. お前の家 Мы で должны встретиться у тебя 合 дома, 流なんだよな верно? А я, как обычно, сижу кукую без компа. Классика получается. О, блин. 戦える数 Слишком много. Беги, сука, беги! Да вставай, лол! Их остановило упавшее дерево. Вау. Еще и не дам отчет, нахер меня шлет, что что без Блин, скорость никакая. злые духи такие. О, нет, дерево упало перед нами. 私を追ってる Мы больше не можем идти вперед. 二人も Может, им пришлось А, спасаться от это этого Нигета, существа? Да, конечно, конечно. Они нас просто кинули, мне кажется. Ну, хз, может быть... Я не понимаю немного. Вот, правда, типа, повествование очень так, ну, интересно идет. Не до конца ясно, что у нас за девчонка, главная героиня. И слишком очевидно, как будто показывают, что у нас подруги мрази. И этот чел по имени Сю тоже какой-то такой. Ну, вроде бы окей, но с другой стороны. Может, у них не было выбора, кроме 私を как 置いてっ продолжать たんだ жить без меня. だよな Да, точно. У них там духи своеобразные, они с миром взаимодействуют. Вот она, блин, слушай, она умерла или нет? Я не понять могу. Почему-то Ринка, Можно обосновать. девчонка, вот наша подруга, токсичная пизда, она почему-то говорила, что мы умерли, и Сю надо нас отпустить. Я не понимаю. А может, она сдохла? А я в душе я не смотрел эту игру. Ну, я так, типа, чисто, как бы это сказать, вслух проговариваю свои мысли. Странная записка. Прости, объявилось срочное дело, я не смогу пойти с тобой. Просто доверься мне и продолжай идти по выбранному нам пути. Я все приготовлю и буду ждать тебя. シュたちか Нарочно стояли. Блин, там кто-то давится дилдо. А, вон он, наверху. Сука, этот ублюдок. Очень неприятный враг. Йокан. Так, давайте-ка приведем в порядок наше снаряжение. Так, красная капсула, раз, бинты. Ага. Сюда, Йокан, сюда. Шоколад. Немного восстанавливает уровень здравомыслия, временно снижает расход здравомыслия при использовании концентрации. Можно использовать в качестве подношения. Окей.
Посмотка. Вообще, как я помню, чел с маской волка — это в синтоизме проводник в мир духов, просто не обязательно в мир мертвых. Посмотри. У меня дети типа в зубную фею верят. Ну, потому что это очень выгодно. Вот. Практически все вот молочные зубы выпали у старшего. Сейчас вот средний начинает зубики выпадать. И он уже под подушку положил зуб. Ну, придется тогда стримить всю ночь почти, пока дети не И защищают границы между мирами. Так, я вообще как помню, чел с маской волка — это синтоизм, проводник в мир духов просто. И не обязательно мир мертвых. И защищает границы между мирами. Но здесь он вроде бы Инари Сама. То есть мы даже прогуглили, кто такой Инари Сама, ну вообще по японской мифологии и тому прочее. Это, в общем, хороший бог, как я понимаю. Он типа на позитиве, по большей части. Сейчас. Инари. Так, Инари. Внешний облик. Может изображаться как мужчина, старик с рисом, женщина как девушка. Это, в общем, эндрогинное существо или даже лиса, змей, дракон. Пол зависит от региона и традиций. Связь с лисами кицуне. Лисы кицуне — верные посланники и слуги Инари. Они защищают его храмы и передают людям молитвы. Ну, сама маска волка в синтоизме вроде это значит. Я к тому, умерла она или нет. Она может просто в мире духов быть. Ну, просто... Это не волчья маска. Это лисья маска. Таинственный человек в лисьей маске. Но в целом он вроде бы как положительный чел. Он нам как бы... он реально нас провожает. Может быть, мы реально... находимся в коме или типа того. Лисья — это кицуня. Они вообще такие. Не особо проводники, а скорее противные. Не, он не кицуне. Я же говорю, он что-то типа... Инари, может быть. А кицуне, ну это же буквально... Ну, лисы. То есть это буквально лиса. Или может быть там демон лиса. Такая же хуйня тоже есть. Сью знает о горах больше меня. Короче, как в Вуконге без палитры и читания Большого Талмуда хрен просто что происходит. Ну, в целом, возможно, да. Блядь, ты ебанутая! Ебаная тварь.
Вот же она, редиска. Капец, она стонет. Посмотри. Тебя накормить, что ли? Сейчас подойду. Пошли. Сделаем подношение. Вера 228. У тебя кошка на якутском или на русском разговаривает? Ну, смешанно, я думаю, по большей части. Потому что мы с ней так и так общаемся. На якутском и на русском. Эрудит. У меня кошка эрудированная. Полиглот. Полиглот. Да, правильно. О, топор. Прочный топор для рубки деревьев. Не самое легкое оружие, буквально, но зато надежное. О май гад. Много глотает. Если бы много глотало, то, наверное, ее можно было бы назвать многоглот. Так. Поли — это много по латыни. Окей. Жестко.
Так что многоуглот. Странная записка. Тому кто-то это прочтет, пожалуйста, срочно. Здесь это. Умоляю, помогите. Нахер Конечно, я ты вообще сегодня уползла. просыпался, сижу, жду кого чего. Спал бы и спал. Да, действительно. Любят они такой темой заниматься. Вот что это значит? Что-то я вот решил еще, давайте-ка поспрашиваем. Так, что значит в японской религии обвязывание толстыми канатами огромные камни? Я тебе потом в личку расскажу, если захочешь. Ржачная тема сегодня была с компом. Давай, напиши. Потом почитаю. Ё-моё. О, колодец. Пусто. Так, ну-ка. В японской религии Тара, синто... кстати, что-то умное сказали или нет, ахах? Ну, в целом-то интересно было почитать, да. Нормально. Японская религия синто, обвязывание огромных деревьев или других объектов толстыми канатами — это ритуальное действие, имеющее глубокое сакральное значение. Такой канат называется семенава, отмечающая веревка. Смысл и применение семенава. Основная функция семенава обозначает священное пространство или объект, отделяя его от мирского. Вот ключевые аспекты использования. Обозначение святости. Семеновой отмечают входы в синтоистские святилища, врата Тори, а также окружают ею камни, деревья или просто места, где считаются, что вот являлись ли обитают ками, божества или духи. Защита от зла. Считается, что веревка укрывает от злых духов и приносит умиротворение и благополучие. Ее также вешают на домах и простых японцев на Новый Прикольно, год. типа тега, это вот священное. Но для привлечения удачи. Связь мифологии. Происхождение Семенава связывают с мифом богини Солнца Амитарасу. Нихуя себе. Когда она вышла из-за небесного грота, веревку натянули у входа, чтобы она не могла вновь скрыться, символизируя возвращение Солнца на Землю. Материал и форма. Семенава плетут из рисовой соломы нового урожая. Она часто имеет разные диаметры. Толстый конец выглядит обрубленным, а тонкий заканчивается метелкой. К веревке могут прикрепляться ритуальные бумажные ленты сида. Посмотри. Посмотри, у тебя, конечно. Вот это я, бля, просто сеть на харакасе. Баранту ёпот. Угу. К веревке могут прикрепляться ритуальные бумажные ленты сиды. Когда вы видите огромное дерево, обвязанное семенавой, это означает, что данное дерево признается священным. Считается, что в нем живет дух-покровитель Кадама.
По преданию, вырубка такого дерева приносит несчастье. Таким образом, толстый канат на дереве — это не просто украшение, а важный религиозный символ, указывающий на то, что это место или объект обладает особой духовной силой и находится под защитой. Надеюсь, это объяснение было полезным. Угу, ясно. Деревья. Ну, я думаю, такая же тема насчет камня. Почему они обвязывают камень, в принципе. Понял. Интересно. Так. Что у меня по хилкам? Что-нибудь использовать можно? Да, можно. Синтоисты — это вообще на самом деле отбитые ребята. Без агрессии. У них там такой пиздец в мифологии. Они все а то всех взяли, вообще нахватали со всех религий в свое время. А, блядь, ёбаный рот. Какую бы ты религию сейчас не взял, если спросить синтоиста, то он тебе пояснит, что ты тоже синтоист по сути. Прикольно. Чел, ты родился, ты синтоист. Блин, топор уже на грани. Очень странные. Ну, прикольные, да. О, старинный гребень. Так, ну-ка, давай. Знаешь. У них Иисус — это воплощение того-то. Мухаммед того-то. Будда тоже и Нурм. Блин. Вот знаешь, эта вот тема, она как это... И у каждого пенька какашки жопа твоей свой дух и бог. Вот это как вот это вот, знаешь, задроты до появления комиксов и вообще типа фантастики. Понятие фантастики, то есть типа в те времена они это не воспринимали как фантастику, то есть это было реальной хуйней, типа. И не такие просто за эту хуйню там, типа, ну, реально сходка была. Агава халюба. Да, да, типа такой хуйни. Это безумная хуйня. Ну, я в целом про вообще концепцию религии говорю. В общем, что она такая. Как ты мог бросить свою напарницу, Сю?
Ну, синтоисты и мха самые странные, а я религии в свое время изучал. Дай-ка угадаю. Лан, пойду я дрыхнуть. Завтра дофига работы. Удачного Давай, стрима. Евклид. Спокойной ночи. Спасибо, что приходил. Вот. Нет, это случайно не те синтоисты, которые были какой-то... Ну, они же были, да, синтоистами? Синарирюкен, Но у них или там как все красиво очень, но непонятно. Как там называлась ебанутая террористическая группа? Синарирюкен, или как там называлась? В Японии они там без ебанутые вещи делают. Химическое оружие, по-моему, типа выплескивали, что-то в этом роде. В метро или еще где. Их, не помню, предводителя казнили или нет. Ну, тоже такая жуткая хуйня. Вот они, по-моему, синтеистами были. Они были сектой и синкретической такой. Не синта. Окей. Ну хорошо, что уточнился. А то я Так, думал, кусочек что не... того, кусочек всего у них была. У них какая-то своя тема была, да? Ясно. Ну, секта. Ну да, логично. Да. Ваншот, еба. Да, девчонка просто машина. Они скорее были как ассасины древнего в истинном значении. Террористы религиозные. Только те мусульмане были, а эти сектанты. Ну что ты такое? Капец, ты напомнил, я уже и забыл, что такое было. Да,
Были такие конченые люди. Да, вообще много чего страшного происходило, если так вспоминать. Все. Ебаный рот. Как они из Арином и VXHF PDKTRF KBCM развлекались. Исследовательские заметки о Хококусоу из книги «Наука об экзотических травах». Я узнал, что Какуру Макакуру получают, притирая в ступке семена очень редкой травы Хококусоу. Вырастить черно-белую траву Хококусоу крайне сложно. Для этого требуется очень специфическая среда. В дикой природе эта ценная медицинская трава попадается редко, так что заработало прозвище «Цветок богов». Легенды гласят, что эта трава способна давать возможность разговаривать с богами, посещать их земли и даже пробуждать в себе затаенные способности. Если она дает такое множество божественных сил, неудивительно, что ходит предание о королях, которые отправились на ее поиски, веря, что с ней обретут бессмертие. Говорят, что если толочь ее семена, они пахнут персиком. Персик, персик. Персик, персик. На, сука. Пиздец, все. Ножа больше нет. 武器が壊れかけてる。もう少しだけ持ってくれ。Вообще забавное дело религиозный терроризм. Просто как сухая вода, как вкус натурных. Вообще не стыкуется. Но люди смогли. やっと抜けた。Значительно снижать расход. Ага. Да. Как сухая вода. Ебать вас много.
Бля, как же не спешат меня разъебать. Так. Давай-ка я поставлю моллюска, чтобы они меня не видели. И... Официально в мире по сути только одна религия не унесла своими войнами херовую тучу людей – это буддизм. В остальных там махачи от крестоносцев до прыби неверного в мусульманстве ид. У буддизма больше всех киллов. Ебать. Одна ключ. Странная записка. Я запер наше святилище, чтобы защитить его, но ты не волнуйся, ключ у меня. Я буду ждать вас в горном убежище. Я больше не позволю никому и ничему навредить тебе. Я буду защищать тебя до конца времен. Я буду рядом с тобой, пока смерть не разлучит нас. Наоборот, буддисты в гору курили, сидели, им не до войн было. А, наоборот. А, только одна религия не унесла хуевую тучу людей. Понял. Ну да. Ну, блядь, какая-то хуйня с ними тоже была, вот помнится, что-то ебанутое происходило, опять же. Тоже какая-то террористическая группа там творила ебанутые вещи, в каком-то году, я не помню. Были же какие-то ебанутые монахи. Буддистам было просто похуй. Не, ну это недавно происходило. Относительно недавно. В 21 веке. Тоже какая-то не секта вроде, а конкретно буддисты, но у них какая-то ебанутая идея была, и они хуярили народ. Странная хуйня была. Прекрасный вид, правда? Мне всегда хотелось любоваться им вместе с тобой. Раз тебе удалось дойти сюда, то с тобой, наверное, все в порядке. Но на всякий случай уточню, за тобой ведь не следили. Это наше личное святилище. Компания нам ни к чему. Зеленый туман. Не прикольно. Воняет тут вообще жестко, походу. Ну беги, типа. Пизда ебаная. Я в домике, я у святилища. Вы меня не тронете. Металлический ключ от ворот, который можно... Ага. Ты проделал такой долгий путь, у тебя отлично получается. Можешь больше не беспокоиться в своем глупом бренном мире. Здесь мы освободимся от игроков. Добро пожаловать в наше святилище. Другие будут очень рады твоей компании. Да, обычно, если ты здесь строится, то там или обитые фанатики, или какая-то секта. Вот это засада. Или тру мусульмане.
Блять, как это плохо. И тру мусульман. Ломик для разных работ. Коротковат, но прочен и смертельно опасен. Твою-то мать. Да в том же христианстве католическом там папа один отбитый был, сказал: верните Иерусалим всем, кто участвовал, все прощаю. И ввел понятие священной войны, и понеслась. Понятно. Можно, наверное, сменить тему. Боже, как ты меня заебал. Так, а как мне быть? Мне ж такая пизда. Да чё-то вспомнилось. Блять, эта камера такая Я сижу, замечательная. какую вообще ждать, чё-то не ждать. И уйти не уйдешь, и сидеть скучно. Да не, сиди, я ж тебя не гоню. Просто за религиозную тему всячески могут подтянуть к ответственности. Хуй его знает. Давай сельскохтук. Чё за нахуй? Я футболер как мужчина. Они тебя шатают почти. Ну да. Шансов у меня тут немного. Шансов немного. Блять, вот это пиздец подло нахуй.
Ебаный рот. Да иди ты нахуй, а, пожалуйста. В натуре, блядь. Так, вот это нахуй идет. Это нахуй. И... Так, Уахах нихуа сапу. засосал. Да вообще пиздец. Это тупо... Секс. Обожаю. Охуенно он меня ударил. Ну дай ему пизды, что ли. О боже, да, наконец-то. Все, им пизда всем. Блять, какая же вам всем, сука, пизда. В смысле? Вы куда исчезли, твари? Пропали, что ли? О, сохранимся. Привет, Процерс. Здорово. Блин, взять амулет, не взять. Но мне правда не хватает мощных амулетов. Сильнее увеличить невозможно. А, ну, все, в принципе, можно. Погнали. Наверное, возьмем. Повышать максимальное здравомыслие. Омамари бамбук. Найс. Так, а давай еще помолимся и поднимем здравомыслие. Угу. Ваши молитвы услышаны. Аллилуйя. И так, еще раз. Что я взял? Бамбук. Повышать максимальное здравомыслие. Угу. 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 Так. Да. А давай. А знаешь, а давай. Или нет. Потому что у меня тут дополнительный урон будет сейчас наноситься. А давай, погнали. Ну это пиздец. Понимаю. Ну, с Богом.
Угу. 嘘 Оу, щит. Ну беги, тварь, хули ты встала, ебать! Ах ты сука! Курва ебана! Да блять! А знаешь, я сейчас вот так вот, бля. Железные ворота его остановили в натуре. 消えた Он исчез. ちょっと休憩 Нужно отдохнуть. Арара. Ёбаный рот! Классно. Спасибо, спасибо тебе, пизда с ножом. Барьер. Хо-хо. Окей. Я в домике. В священном домике.
Неужели все наконец закончилось? Хатико. Это что, отсылка к Хатико? О, то, что тут было раньше, куда оно подевалось? Только не плачь. Привет, Клосс. А зачем мне плакать? Дароу. А, из-за Хатика? Да. Так, пойдем туда, значит. Ну да, пошли, пошли. Уф. Неужто это старое святилище Сакуку? К отсылке к Хатика. Но заброшенное святилище. Я как-то слышал, что рядом с домом Сю есть разрушенное святилище, но никогда не представлял, что оно именно здесь. Сю сказал мне тогда, что в корнях божественного Жизнь дерева задержка на стриме. сокрыто сокровище, что-то вроде того. Но я вроде уменьшал задержку. Нормальная задержка. Сверхнизкая задержка стоит. А вот сейчас норм. Все сказал мне тогда в корнях божественного Это дерева у меня. сокровище, или что-то вроде того. Но но потом люди перестали приходить после пожара. О, жесть. Это священное дерево. Сейчас на плохом состоянии, но когда-то точно впечатляло народ. Жесть. Касательно легенды о священном мече. Говорят, что Эбисагуока была скрытой деревней. Когда-то она служила убежищем для побежденных воинов клана Тайра. К сожалению, никаких подтверждающих это доказательств пока не найдено. Тем не менее, Эбисагуока имеет много общего с другими сокрытыми деревнями. Так что я верю, что эта история правдивая. Согласно другим местным легендам, бежавшие сюда солдаты поклялись отомстить клану Минамото и вернуть клану Тайра былую славу. Дав эту клятву, они закопали меч своего погибшего предводителя у основания великого дерева, защищающего наш край. Если мы сможем найти этот меч, это станет историческим прорывом. Лоу. Я хочу меч. Можно меч откопать?
Прикинь. Можно будет взять как-то этот меч. Я бы им тут устроил полнейший секиро. Блин, какой же он здоровенный. Молния так расхерачила его. Так. Святилище Сёнэнсюги. Саку говорит, что обычай передавать старые инструменты земли называется верованием Цукумогами. В ходе истории он каким-то образом слился с верованием Инари, превратившись в особый религиозный символ Эбисугаоки. В единственном городе святилища Сёнэнсюги, как следует из названия, поклонялись тысячелетнему кедру. Прожив 1000 лет, этот кедр приобрел репутацию божественного. И вот когда божественное дерево превратилось в пепел, пришло время поклоняться следующему по возрасту артефакту. Сакука считает, что им оказался покрытая мхом статуя Инари. То есть чисто из-за того, что дерево молнией разъебало, они все начали поклоняться Инари. Ну так дерево, получается, тут конкретно в обиде на народ, что они его резко вдруг предали и начали поклоняться какой-то сраной лисе. Ну не прикольно как. Да. Давай-ка тут сохранюсь отдельно. И погнали. Так. Напарник. Это же я. Атмосферненько, что сказать. Одежду сушит. Так, подожди-ка. Ключ от входной двери дома Сё. Ключ от дома Сё явно лежал тут долго. Он запачкан грязью, поскольку Сё выращивал здесь травы.
Хинака. Начала жаловаться на головные боли в средней школе. Когда я попытался выявить их источник, все указывало на стресс от плохих отношений с отцом. Другими словами, это головная боль из-за постоянного напряжения. Сначала я посоветовал ей использовать аптечные лекарства, но со временем она стала принимать их все чаще и чаще. Не нравится мне мысль о том, что у Хинака появится зависимость от таких лекарств, поэтому я перевел ее на традиционную китайскую медицину. Выписал ей корень кудзу и пион. Они не так сильно нагружают на организм. Хотя я знаю, зачем она на самом деле так часто приходит сюда. Совсем не только за лекарством. Здесь она может излить душу, говоря об отце. Моя бабушка всегда говорила, что поток ци можно значительно улучшить, просто выслушав человека и посочувствовав ему в горестях. Хинака была в восторге от моего лекарства. Говорила, что оно творит чудеса, но правда в том, что дело не только в лекарстве. Я хочу выслушать обо всех ее проблемах и заботах, ведь это мой долг как ее напарника, верно? Я подожду из дома. Не поддается. Сюринко. Давай закрываешь. Чтоб туман не заходил. Все. О, банный рот. Все. Снова здорово. Здорово, отец. Уже за руки держимся. Впереди нас ждет путь, полный страданий и боли. Блин, если я знаю. Но я не боюсь. Тогда вперед. Здесь мы проведем 3 ритуала. Беги быстрее, назад дороги нет. Ладно. Это как-то странно. Пусть я не вижу твоего лица. Но я чувствую, что ты со мной. Я сделал все, что должна, чтобы стать для тебя идеальной. Ты чё? В смысле? Все, мы конкретно фанатеем по нему? Реально краш? Все? Пойдем, Хинак. Блин. Может, мне реально стоило послушаться куклу? Ну и типа выбора-то не было, но сюжет как-то так странно идет.
Что-то странное с этой стеной. Лиса нарисована. Блин, везде предупреждение о том, что, типа, походу, ну, леса это плохо и все такое. Ну, типа, смотрите. Кровь. На стене кровь, да? Но на самой бумаге ее как бы нет. То есть, эту бумагу с этой лисой поставили уже после того, как там кровь оказалась. То есть, это как бы, ну, говорит о том, что все плохо. Или наоборот. То есть журнал семейного врача. Ты, кстати, Стайлгит погода читал? Оказывается, есть официальный на Пайтановский, очень похож. По-моему, читал, да. Стайлгайд это имеется в виду, когда типа экспорт, точнее сначала идет class name, там exclude, там, ну короче, типа вот порядок экспортов, варов, вот это вот все, да? Мне сообщают, что пациенты издают странные звуки, затем пытаются ползать на четвереньках. Горничные служащие в семье многие годы шепчутся о так называемой лисьей одержимости. Я раскритиковал их за пустые суеверия. Так. Сегодня глава семьи приказал мне помалкивать о случившемся. Семья отказала мне в просьбе отвезти пациента в больницу. Интересно, не это боязнь ли это, что разговору о сверхъестественном вредит семейной репутации? Маловероятно, впрочем, что состояние пациентов может улучшиться в домашнем лечении. Лисья одержимость. Арара. Хигаси. Торжественное письмо. Останови распространение порчи из мира смертных на руку твою и очисти ее до серебристого блеска. Возрадуйся, Хинако, и примкни к нам. Семьсот. Давай. Я, оказывается, ему по привычке уже следовал, как в Пайтоне. Немного восстанавливает здоровье после каждой успешной контратаки. Богомолыч. Окей. Полистай ради любопытства, руководство по стилю скрипт.
посмотрю. А это не то, что я вот сказал сейчас про вот вар экспорта. То есть там больше, да? А. Странненько. Ну там небольшой, он не то, что в Пайтоне. Просто как будто из Пайтона и набрали. Ну, скорее всего, такие есть. Так, что от меня хотят? Бля, в этой игре по-любому должна быть катана. Это пиздец какой-то. Это как, знаете, в фильме про ковбоев ни разу не выстрелить из револьвера, блять. Где катана, нахуй? Ну, это, конечно, не игра про самураев, но тем не менее. Как бы Япония. Ага, сюда. Не могу подключиться к компу теперь, удаленно сисадмина уже подключили Ахах. Странно. А как работать, спрашивается. Опять 20 получу, и то, если повезет в конце месяца. Я, кстати, твой график еще не смотрел. По нормативу вообще, да, сложно подобраться. Ну, по времени имеется в виду. Возможно, вообще Unreal. Как работать не как гиблый, это дела Ахах. Да. Ну, у меня треть от нормы будет, если я завтра начну до первого без выхов. Пропущено. А, треть будет пропущена. Получается 20, 15 и 21.
а не 30. Камера, ты чё? 20к минус. Йоу. О. Йоу. Йоу. Ё-моё. Юмаха. Юмасоу тулюм. Ябадяки ям типа. Ямаха. Юмасоу тюбьем. Как же она аккуратно спускаться по лестнице по одной. Да, прикольная анимация. Да иди нахуй. Может, мы снимем с этого шамана маску, типа? Я японец! Такой. Я смотрю аниме. Я прямо здесь, рядом. Ясно. Волосатая рука. Эта игра просто про аниме-фест в Японии. Милая маска. Очень, знаете ли, дружелюбная. Такой самый казуальный. По-моему, что-то нехорошее происходит, да? Вы же не хотите сейчас мне руку отрубить и поставить эту волосатую руку? Руку отрежу. Вашу ж мать! Реально? Не надо. Хинако. Привет, я тоже с Якутии.
Это прям конкретно red flag. Привет, Алексей. Здорово. А, мы сами это делаем еще? Не-н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 е. Зачем? Пидис. А в чем смысл? Стопарик погнали для храбрости. Это какой-то японский рофл? Да зачем по плечо? Ты ебанул? Нет, зачем? Нет. А зачем? Я не понимаю. Блин, зачем? Ебать! Еще самую пизда. Да-да-да, ага. Зачем? Это пиздец. Звук костей кайф. Вы... Чтобы показать, что достойно. Он фурьёб, да? Он балдеет с волосатых, да? Блин, я ему этой рукой фистинг устрою. Чё, довольно? Вот нахуй ты это сделал, вот скажи мне. Вот зачем? Фурия. Вот зачем? Пиздец. Не, ну это аниме. Я горжусь тобой, Хинако. Спасибо. Я вообще удивлен, что она не сразу вырубилась, типа. Иди нахуй, мы реально? То есть мы в реальности проснулись с этой рукой? То есть это окей, да, по-твоему? Я ввел обезболивающее, все еще болит? Нет, но только... А, погоди, мы все еще тут? Моя рука чувствует какое-то напряжение. Смотри-ка, мы проснулись опять же в этом месте. Такое впервые происходит. Давай проведем следующий. Если ты желаешь продолжать. Чисто из нее Кицуни делает. Со мной все хорошо. По кусочку. Но он сказал 3 ритуала. Рука Аля 30 лет одиночества ахах. Волосатая такая. Вот сейчас мне интересно, у нас геймплей изменится из-за этой руки? Такая красивая рука. Блять. Ебать. Лисья рука. Взамен моей правой руки у меня теперь лисья рука, она придает ее обладателю свирепость дикого зверя. Удерживайте F рядом с врагами, которые стали неодушевленными, чтобы использовать выкачку душ. Нихуя. Ну, это пиздец. Блин, я теперь как монстр.
Ладно, пошли. ひなこ Хинако, よく頑張ったね ты молодец. Да. Ну, я уверен, школьницу можно не на такое уломать. Будучи кей-поп айдолом, ее можно не на такое, типа, уговорить. Она будет готова, блин, вообще заменить свою жопу На Йолвин Лалкс. свою жопу на волосатую другую жопу какую-нибудь там чуть-чуть. Она вообще пол поменяет сейчас в конечном итоге. Что за фантазии? Да ладно, отрежем те руку четы. Обездвиженные враги со временем снова начнут двигаться. При применении лисьей руки держите... Парофлим. Парофлим. Блять, как ты, сука, вовремя по таймингу просто. Ну давай, тварь, блять. На нахуй. 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 Господи. Она говорит, я больше не Хинако. А кто ты тогда, интересно? Типа, какое твое фури имя? Белоснежка? Франкенштейн Тока Фури. Теперь с этой рукой-то мы откроем все двери. Делмар 34 арка. Полюба луна. Как я на этой рукой с парнями теперь чудеса может творить. Уф. Чудеса по кастрации, типа. Столько писюнов сможет оторвать от тела. Охуеть от самого начала. Наверное, непонятно будет из-за шерсти. И с девушками из тентаклями. Да, ребята.
Так, надо... Блин, я, кстати, не посмотрел на эту великую здоровенную руку волосатую. Как будто ты не мечтал никогда, чтобы тебя девушка такой рукой приласкала. Приласкал. Да, наверное. Вместе с скальпом. Не, ну блин, прикиньте. Ну, блохи могут быть. Ебать, вот это комбо нахуй. Только где можно просунуть руку, да? Давай. Ага. Окей. С такой-то рукой деревянная дверь не преграда. Угу. Ебать. Как же их разъебывает. Так, надо все-таки поменять максимальное здравомыслие. Короче, тупо вот так вот сделаем. Вот. Все. Максимум выносливости, максимум силы. Точнее, здоровья. Так, ну я знаю одно место, где применить эту руку хорошенечко. Это тут. О, так. Сделаем додеп. Так. Берем. Или может быть помолиться. Yes. Окей. Окей. Ага, понял. Оказывается, эту дверь я не смогу открыть.
Думаю, эту игру не стоит показывать всяким фрикам по типу руки-базуки. У них прям идея появится определенная, я уверен. Лапа собаки вместо руки. И Панин такой: о май. Это что такое? Блять! О, хорош! Не она и маленькая после ноги. На поебалу, на поебалу. На! Сукин сын. Тюк-тюк. Одной правой. Так, а тут еще что-нибудь есть? А, это выход прям. Ладненько. Опс. Следующий ритуал произойдет здесь. Как вы думаете, что он сейчас делает с нами? Вторую руку приделает? Тупо, ну, он не будет оригинален, да, наверное? Или может ногу приделает? Только это как это будет вообще? Нога. Нога? И рода. Ружа. Повышение уровня для Zero 69 King Chile LVL 9. Повышение уровня поздравляю.
Окей. Так, что у нас есть? Новая правая рука, полученная мной после ритуала. Пользоваться ей по-прежнему неудобно, но я должна научиться. Да. Преображение. С такой-то рукой, наверное, спину чесать удобно. Угу. О, пиздец, что нахуй? Ебать! Это на всю спину сейчас они метку поставят. Да, а зачем? Ну вот просто зачем? Ладно, рука. Я, ну, типа, сильно ебашу. А это чё? По-моему, позвоночнику пиздец. Ебать. Ты молодец. Да. Ритуал завершен. Ты молодчина. Гамбаре, гамбаре. Следующий ритуал будет последним. Мне башку отрубят, да? Мне уже похуй, серьезно. Эта дура согласна на все, вообще пиздец. Господи. Теперь мои тело и душа принадлежат мне. А, да, то есть, а до этого что было? А, то есть, вот почему люди татуируют свое тело, типа там, и пирсинги хуярят себе. Мам, это не твое тело, это мое тело. Да. Сюда. Иду. Капец, пиздец какой-то вообще нереальный. Мне, по-моему, юбка стала короче. Что, типа, погнали? Звериная форма. Печать Кудзу будет заполняться, когда вы атакуете врагов и используете выкачку душ. Как только она заполнится, вы сможете пробудить свою звериную форму при помощи Т. Враги, которые были побеждены в вашей звериной форме, уже не встанут. Во время атаки при помощи можно нанести решительный урон при помощи нажатия клавиши, можно нанести еще больше урона. В своей пробужденной форме вы будете осуществлять контратаку при помощи, это может сделать даже во время другой атаки, но
только если парировать удары врага возможно. Используйте Т, находясь в звериной форме, чтобы вернуться Лисию руку. Ее обычное состояние. Печать Кудзу истощается, пока вы находитесь в пробужденной форме. Если вы уже вернете Лисию руку в обычное состояние, до того, как печать окончательно истощится, печать становится частично заполненной. Ебать, вот это еще было красиво. 0 урона. Но я реально аниме теперь. Ну все. Я аниме. Вот это полное аниме. То есть я как моряк Папайи становлюсь еще сильнее, рука становится еще больше. Я делаю конкретный фистинг. Блин, позвоночник прям. Письмо от женщины. Ты и правда окутан тайной. Ты понимаешь мои чувства, хотя мы не виделись несколько лет. Может, ты просто читаешь меня как открытую книгу, или я чувствую именно то, что нужно тебе. Мне уже начало казаться, что я уже не знаю, кто я. Ага. Другая жертва, да? Этого лисьего проходимца. Понятно, понятно. Лисий проходимец.
Вот это да. Вот это прикол. Фу, да. Ага. Так. О. Немного установит уровень здоровья после победы над врагом. Блин, суши Инари. Хорошая вещь. Записка горничной. Дитя в ее утробе, вне всяких сомнений, была потомком Цунеки. И теперь их кровь ждет, когда же случится трагедия. Месть этого ребенка лишь вопрос времени. Я думаю, что когда в семье Цунеки опять случится разлад, ребенок заявит о себе. Тут опять происходит история с каким-то рождением божества. И типа это божество-то я. То есть я и есть ребенок Цунеки.
Нихуя я среагировал. Печать отметь тебя как одну из нас, сие доказательство есть твоей жертвы телом и духом, и в бодрствовании, в сладкой дреме радостно тебе будет служить. Даже когда плоть сгниет и кости обратятся в прах, служба твоя продолжится. Жестко. Это ритуал последний. Сейчас. Хинако. Подожди ты-ка. Так это шо получается? Вот так поднимусь. Но сейчас я, пожалуй, пойду... Так. Вот, сюда я не ходил. Ага. Ах ты пизда. Так. Грязный сумка-мешок. Сумка-мешок в черно-красных пятнах, немного липкая, но все равно может пригодиться. Повышает количество приносимых предметов. Классно. Не зря сюда шел. Грязная сумка-мешок. Nice.
Гребень положили. 800. Ну давай. Значительно усиливает оглушение при низком уровне прочности оружия. Такое. Одолейте чудовищ. Нихуя себе, подожди, что происходит? А можно мне, ну, как-то что-нибудь увидеть там? Жестко. Вот это не меня, конечно. Бля, сука.
Я вдруг понял, что мне тут надо по большей части вот сову, ястреба, и быка давай. Угу. Все. Готов. Без подсосов он никто. О. Чудовище с большим барабаном Тайко во рту. Она машет руками, напоминающие барабанные палочки, и бьет в свой барабан, чтобы наводить на других страх и командовать теми, кто ему служит. Он пытается заглушить любой шум своим громким голосом и битьем барабан. Так всегда и было. Ты доблестно сражался. Я очень благодарна. Как-то она маниакально это сказала. Так, последний ритуал. Что же будет? Чё, ребята, отрежут башку? Ногу? И прикиньте, на самом деле просто возьмут и сейчас переливание крови сделают. И что-нибудь такое, типа, не особо видимое. Зеркало.
О, пиздец. Серьезно, мы сейчас лицо свое срежем. В натуре. Ну это пиздец. Да какого черта вообще? Ебать! Блин, это пиздец. Господи, какой же это пиздец. Вау. Вау. Ебаный рот. Оно еще и какое-то заразное. И что это с ним? Квадробер. Ебать. Мы стали квадроберами. Пиздец. Ты перенесла невероятные муки. Ты такая храбрая, Хинако. Нет. Я не могу. Больно, 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 больно. Смотри мне в глаза. Больно, больно. Хинако, посмотри мне в глаза. Смотри в глаза, я понял. Ну вот, больше же не говорил, будет что ни уже. боли, ни страданий. Успокойся. Вот так. Больше ни страданий, ни боли. Я успокоюсь. Очень хорошо. Узнаю свою Хинако. Да. Спасибо тебе большое. Итак, пойдем. Да, пойдем. Да поздняк метаться, миссис Кукла, блядь. Она в ахуе. Эта маленькая кукла просто в ахуе. Бля, эта дура сделала это, типа. Ебать. И что у нас появилось? Какая-то новая способность? Наконец-то я переродилась. Так и знала. Эта кукла выглядит точность как та, что я выбросила в тот день. Она, конечно, меня ненавидит за то, что я ее выбросила и забыла о ней. Когда все это закончится, я попрошу маму помочь мне похоронить ее окончательно.
Ты думаешь еще встретиться с мамой? Серьезно? Освещение. 2 противоборствующие силы должны молиться представить друг другу. Загадка. Маска лисьего клана. Теперь вы можете узнать секреты, скрытые в темном святилище, используя маску лисьего клана. Удерживайте контроль, чтобы использовать концентрацию и обнаружить скрытые пути, подсказки в определенных местах. Нихуя себе. Окей. Ты столько всего преодолела. Идем. Нас ждут. Привет, с горного Улуса. О, здорово, Вамори. Привет. Привет, с Якутска. Так, нам туда, да. А, типа вот эти штуки, что ли? Маска лисьего клана. Да ты чё? Реально? Так, подождите-ка. Тогда... Ну давай, священную воду попьем. Прикол. Вот это прикол. Ага. Ничего, просто божественная вода. Ладно. Да, это прикольно. Так, гребень положим. Так, просто... Ага. Подожди. Второй этаж. А, тут мы руку получили. Все правильно. А куда мне тогда? Во. Ну да. Так, ну-ка. Для пущего эффекта. Во. И сохраняемся.
Пошли. Ты просто восхитительна, Хинако. Ну, нас ждет, видимо, босс-файт. Типа с ним, что ли, или что, я понять не могу. Ну, нас ждет, что-то ждет. Очевидно. Что-то жесткое будет. Продолжим. Да? И вместе. О. Взгляни. Все празднуют нашу свадьбу. Маски девчонок чуть-чуть разные, мне кажется. Ну да. У чуваков одни и те же. Желаю вам счастья в вашей новой жизни. Вот это вообще даже не лиса. Это что? Это сова была? Почему она сова? Они все мертвые, кстати. Женщины. Да, женщины все мертвые. Разница-то какая? Совы нету. Запомните, я зовут Симидзу Хинако. Сегодня такой счастливый день. Просто идеальный. Ринка? Потому что сегодня Хинако умрет и больше никогда не вернется. Ринка! Я умру. Я больше никогда не вернусь. Как ты хочешь, клянусь. Забудь обо мне. Живи, будь счастлива. О, ну конечно забуду. Я сотру твое имя полностью из своей памяти. Я хочу, чтобы тебя не было, не было, не было. Никуда я не денусь. Меня зовут... Симидзу Хинако. Я думал, он так покажет. Было бы классно.
あお前の幸不幸はお前の責任だ。そこまで言われる筋合いはない。幸せになりたきゃ努力して運命を変えろ。Бля, я не хочу умирать. Боже, как же я не хочу умирать. Но! Лежать, сука. Я никогда тебе такого не желала, Ринка. Но я очень рада, что в конце концов мы смогли открыть друг другу свои истинные чувства. Настоящий мужицкий чапалах, дезинтегрирующий. И теперь имя Симидзу Хинако ничего для тебя не значит. Я надеюсь, ты обрела покой, Ринг. Хинако Симидзу. Я и есть Симидзу Хинако, так ведь? Что такое Хинако? Конечно, Хинако, само собой. Точно? Ты Хинако. Да. Это я. Симидзу Хинако или нет? Но это я. Хинако? Именно. Ты моя, Хинако. Ага. В реальности у нас такой руки нет, конечно. Это был сон японки.
Прикиньте, мы поднимаем трубку, а там... Алло, как там с деньгами? Хинако? А? Мама? Пожалуйста, возвращайся домой. Обед уже готов. Эй, отпусти Ринко! Хинако? Время кончается. Сколько ты еще будешь здесь оставаться? Дзюнко? Приятно с тобой встретиться с тобой, Хинако. Блин. Что-то не так в натуре, реально. Ты как сама не своя. Мне тоже так кажется. Та Хинако, которую я знаю, была совсем малышкой. Какая же она мертвая. Вот ты в своем нынешнем облике кажется совсем другой. Дзюнко, раз ты все еще жива, значит, ты добралась сюда, но ты все еще не нашла свой путь. Я же говорил тебе так много раз. Повторю в последний раз. Ты должна определиться со своим будущим. Неважно, что тебе говорят остальные. Решение принимать тебе и только тебе. Нифига себе. Но прошу, помни одно. Нельзя размышлять вечно. Времени не так уж и много. А? И? Если бы на твоем месте был кто-то другой, его время давно бы истекло. Дзюнко, сестра! Блин, как же в этот момент просится реклама какого-нибудь универа или там, не знаю, Skillbox, Skill Factory. Все, Ринка. Ты должна определиться своим будущим, куда ты поступишь. Да. Охереть тут написано. Я всегда презирал тех, кто указывал мне, как мне жить, на том лишь основании, что я девушка. Сю был не таким, он был единственным, кто понимал меня. Мы были идеальными напарниками, я считал его настоящим товарищем. Чем старше мы становились, тем больше росло давление от наших родителей. Но Сю никогда не прекращал относиться ко мне как равной, несмотря на мой пол. Во мне сейчас существуют две Хинако. Семидзу Хинако, которую я знаю с рождения, и Хинако, женщина, что пытается украсть у прежней меня мое тело. Словно надо мной хочет получить контроль инопланетянин. Будь то космические войны, мой напарник поспешил бы на помощь, но сейчас его нигде не видно. Ничто не бесит меня больше, чем другие люди, которые пытаются принимать за меня решения. Даже если их решение правильное, мне все равно это не нравится. Я лучше сделаю 100 собственных ошибок, чем буду слушаться чужих команд. Такие принципы, однако, ведут на дорогу одиночества, на путь, где я не слушаю никого. Хочу стать человеком, который искренне слушает других. Разумеется, я сама буду выбирать, кого именно мне слушать. Кого-то, кому я могу доверять, кого-то, с кем я могу идти рядом. Однако, составление длинных списков вещей, которые я ненавижу, это всего лишь способ убежать от настоящих проблем, которые у меня с моим внутренним «я». Мне нужно собраться и столкнуться с тем, что внутри меня, даже если мне не нравится то, что я вижу. Для меня самое важное – это возможность взять время и тщательно обдумать все, прежде чем принять решение. Блин. Да. Но это многим близко, на самом деле, вот эта тема. Есть такое. Окей. Дзюнко. Кинута Дзюнко. Моя старшая сестра. Она одна из самых красивых и добрых людей, которых я знаю, и ей по силам что угодно. Я могу полагаться на нее во всем. Если честно, лучше сестры, чем она, желать нельзя. Она всегда была рядом со мной с самого моего рождения, пока не вышла замуж и не съехала.
Дзюнка всегда говорила мне, что для женщин кратчайший путь к счастью — это поступать так, как ожидает от них общество. Что ж, если есть кратчайший путь к счастью, то должно быть и другие пути тоже. Однажды, когда я была маленькой, Дзюнка показала мне, как пройти лабиринт в книге с загадками. Не сомневаюсь, что она показала мне самый короткий путь, но то, что я почувствовал тогда к ней идет, ни в какое сравнение с чувством, когда находишь решение сама. Да, да. Это вот, блядь, вот тоже касается чата. Ёбаный стыд. Просто, блядь, чел загуглил нахуй и закинул мне ответ. Просто ебанатская хуйня. Так, лисья маска. Он обещал мне все, чего только я могла хотеть. Жизнь всегда полная комфорта, статус, на который никто не взглянет свысока, и, что самое главное, бесконечная любовь ко мне. За все это я отдам ему себя полностью, тело, разум и душу. Я даже отдам ему то, что яростно защищала всю свою жизнь. Возможность принимать свои собственные решения. Отныне я разрешу ему решать все за меня, и буду просто делать то, что он скажет. Вот что значит для меня счастье. Вот так вот. Кей-поп айдол поменял все наши планы. Звук такой, как будто тут НЛО. Так, я в туалет.
Ну тут 100% НЛО. Только непонятно, как их затриггерить. Дукиが壊れかけてる。もう少しだけ持ってくれ。 Да это по-любому НЛО. Ё-моё. Так, пойдем засейвимся. Как ты и говорил, Зинка, мое время истекает. Но вы держитесь, я возвращаюсь к вам. Завтра продолжим. Так.
Так. Ну, в общем, прикольно. Завтра продолжим. Ага, окей. Ладно. Так, все. Всем спасибо, кто был. Спасибо большое Корзинкину за 1000 рублей. Ну и, собственно, всем пока. Всем пока. До